Я всех рад приветствовать. Меня Сергей зовут. Я, сначала, почему меня попросили это вообще, в принципе, сделать это мероприятие? Я, сколько там, на данный момент 19 лет занимаюсь спортивным туризмом. Из них 10 лет я отработал инструктором. Я, соответственно, работал раньше учителем географии, водил параллельно детей. Я тренировал большой студенческий турклуб, водил взрослых. И там разлет возраста участников от 7 месяцев до 72 лет. 7 месяцев мой собственный сын, 72 года бабушка, одна из участников моих. И, соответственно, география путешествий, то есть это какой-нибудь полярный Урал в феврале вот в этом году, то есть это минус 40 тундра и 40 метров в секунду ветер, когда нельзя стоять, хочется ползать. И там другая крайность — это Индонезия, Индонезия в июле тоже, и Камбоджа в июле, соответственно, сезон дождей, плюс 37, 100% влажности, джунгли. Вот. И все, что между этим, то есть там автостопом, по-всякому. Вот. Короче говоря, все, кто хоть раз куда-нибудь ездил, задумываются о том, как бы сделать так, чтобы снаряга была полегче, поменьше занимала места и была бы пофункциональней. Вот. Соответственно, про это написано там куча всяких там книжек и так далее, и они все равно будут еще много лет писаться, потому что, во-первых, представление о том, как надо, оно немножко разное у всех, очень широкий круг задач, и очень сильно поменялось снаряжение за последние там 10 лет, радикально. То есть мой первый рюкзак, который у меня был в школе, был объемом 120 литров, и мой первый спальник был объемом порядка 35 там, литров и весил 2,7, и тогда это было круто. Вот. Сейчас мой там боевой спальник весит там 860 грамм и сильно меньше того, что было. А самый используемый мной рюкзак сейчас имеет объем 45 литров. Вот. Значит, есть несколько принципов в облегчении снаряжения. Я их расположу в порядке убывания их значимости и, соответственно, покажу на примерах. Вот. Первый принцип, что самая легкая снаряга — это та, которую вы вообще не взяли. То есть, которая сразу отсутствует в рюкзаке. Вот. А кто из присутствующих хоть раз ночевал в палатке? О, отлично. Нет, просто по-разному бывает. Да. Не, просто по-разному бывает. Вот. Так, а кто ходил хоть раз зимой в поход? Ага, отлично. Вот. Соответственно, если все вспомните свой первый поход, у вас с собой было там 3 штанов, там 3 флиска и так далее. Вот, по мере того, как вы ходите, вы эти элементы исключаете. Вот, соответственно, что чаще всего берут с собой, и это не используется. Как правило, это второй теплый слой. То есть вот у вас есть какая-нибудь там, не знаю, есть какой-нибудь флис или софтшелл, да, который вы используете в качестве среднего или верхнего слоя, в зависимости от погоды. И зачем-то его берут второй. В основном аргумент такой, что типа если первый намок, то во втором, значит, мне будет... Во-первых, если погода реально плохая, например, какой-нибудь Кольский полуостров в октябре, то число запасных слоев никак на конечный результат не влияет. Они все равно все будут мокрыми. Вот. Попытка их там судорожно высушить, как правило, приводит к 2 вещам. Либо они не сохнут, либо сгорают, если у костра, да, как это старая туристская байка, что обувь у костра либо еще мокрая, либо уже сгорела. Вот. Значит, вот флис и софтшелл являются самыми популярными средними слоями. Вот. Надо рассказать, что такое софтшелл? Вот. Это композитный материал, то есть когда в себе сочетается и утеплитель, и мембрана. Они либо склеены, либо совмещены в одну конструкцию. Вот этот старый софтшелл, вот этому софтшеллу 6 лет. Вот, он уже сходил, не знаю, пару тысяч километров, наверное. То есть он зимой используется, летом, круглый год. Вот здесь это материал виндстоппер, то есть это снаружи это флис плотный, к которому внутри приклеена мембрана. То есть он как бы запрессован. Соответственно, в чем фишка? Экономится упаковочный объем, экономится вес. Вот. И такая штука, в ней можно ходить в сильный ветер, в умеренный мелкий дождь.
как бы не одевать куртку. Вот, но у нее есть один конкретный минус. Она по современным меркам довольно тяжелая. Вот, я сейчас все буду взвешивать. Вот. То есть вот такая штука моего размера там весит 525 грамм. Вот. Сейчас современный софтшелл может весить 120-100 грамм при практически такой же функциональности. Вот. С одной стороны, современная снаряга живет очень долго, с другой стороны, очень быстро меняется. Вот есть такие два неприятных момента, которые как бы приводят к тому, что снаряга у вас дома накапливается в невероятном количестве, кто увлекается этим. Вот. А? Ну, нет. Живет столько же, ну, то есть точно дольше, чем любые берцы, и точно дольше, чем ботинки ВЦСПС. Да, практически, ну, зависит, конечно, ну, то есть точно дольше, чем ботинки Московской экспериментальной фабрики обуви, которая была единственной в нашей стране, которая делала что-то похожее на туристскую обувь. Вот. И при этом она не расклеивается на 3 слоя, там, в ней нет гвоздей, которые лезут в подошву и прочих приколов. Вот. Потому что я, к сожалению, в ВЦСПС тоже ходил. Вот. Почему не имеет смысла брать второй средний слой? Потому что, как правило, он в условиях там плохой погоды вы все равно его не достанете, потому что вы уже подспудно начинаете понимать, что он также вымокнет. Вот. А второе, одеть два средних слоя друг на друга, как правило, не приводит к значительному утеплению. Ну, то есть два слоя флиса, но делает вас значительно как бы менее подвижными, и значительно падает дышимость этой системы. То есть вы начинаете мокнуть в двух флисах. И в двух софтшеллах ни одного человека не видел, но если одеть, это будет вообще жесть. Ну, то есть у вас две мембраны, еще можно сверху третью мембрану накинуть, и вообще будет полиэтиленовый пакет. Ну, то есть прям адски будет это все не дышать. И вы будете, наоборот, сильнее мокнуть и очень быстро охлаждаться, когда остановитесь. Вот. На что вот эту штуку можно заменить без потери функциональности? Вот. Сейчас есть куча одежды, которая именуется пуховый свитер, хотя может быть и не из пуха, а может быть из синтетики, но все равно будет пуховый свитер. Вот. Это, соответственно, моя тоже штука, моего же размера. Вот. Вот. Она весит 285 грамм. То есть, очевидно, да, эта штука почти в 2 раза легче. При этом ее функциональность больше, чем в 2 раза отличается от софтшелла. Почему? В этом одеянии я поверх термобелья могу двигаться там на лыжах, до температуры там минус 2 условно. В такой же комбинации с той же термухой в этом я могу двигаться в минус 10, она объективно теплее. И если мы их попытаемся упаковать, у нее специального мешочка никакого нет, да? Да. Ой. Вот она, да? Это пуховая штука, это софтшельная штука. Она несколько больше, но ужать я ее не могу. Если я пихну в компрессионник, ничего не изменится. Вот. При этом пух будет, если вот кто-то носил этот пуховый свитер, пух намного активнее дышит. В пухе редко бывает жарко, в софтшелле бывает. Поэтому к нему добавляют всякие молнии там и прочее. Вот. То же самое пух, там утеплитель живет по сравнению с синтетикой, как правило, вдвое дольше. Вот. Это, например, касательно среднего слоя. Вот, соответственно, сейчас все, кто ходит в высоко какие-то категорийные сложные вещи, стараются хотя бы частично слои заменить на пуховые свитера. Либо, соответственно, то же самое, штаны там, или пуховые шорты. Тоже отличный вариант, когда вам не нужен... Да. Да. Значит, что будет с пухом, если он промокнет? Любой практически пух современный обработан, то, что на нем написано гидрофобик даун, да, гидрофобный пух. И это значит, что при сортировке пуховых кластеров, вот этих вот пушинок, и на них напыляется силикон. И он фактически воду не впитывает. То есть, например, здесь 800-й пух,
да, ну то есть довольно, как сказать, довольно пушистый. Если вот эту пуховку, ну этот пух оттуда выкрошить там, в 3-литровую банку, залить водой, то через 1,5 часа в него впитается не больше 3% собственной массы. Ну то есть ничего не впитается, короче. Ну вот. И типа того, что пух мокрый не греет, а значит там синтетика мокрая греет. Мокрый ничего не греет, ни то, ни другое. Ну то есть если замочить флиску мокрую и одеть на себя, будет ощущение такое же, как ну, там, в мокрой пуховке. Но нет, то есть он, современный пух практически ничего не впитывает. Плюс, например, здесь сама ткань, она является водоотталкивающей. То есть швы здесь не проклеены, естественно, это, ну, это не дождевик. Но вот эту я, например, брал в Швецию в сентябре, что ли, или в октябре. Было, ну, то есть был там горизонтальный дождь, и как бы влажность 100%, ничего, в общем, с ним не происходит. То же самое конденсат в палатке зимой, там, ну, весной даже ранее, ну, в общем. И ему, вот, не знаю, ну, 3 года точно, я больше не помню, честно говоря, может, и старше уже. Вот. Теперь, если у нас есть два похожих по функциональности предмета, к одному мы привыкли, а к другому не привыкли, мы часто делаем выбор в пользу более тяжелого, просто из-за того, что никогда их не взвешиваем. Кто хоть раз в жизни взвешивал свои походные носки? Оба! Никто не взвешивал. Сейчас мы это сделаем. Оп. Вот, так. Отлично. Значит, в порядке эволюции. Носки с оленями. Вот. Старые трекинговые шерстяные носки сейчас такие уже не делают, потому что они дьявольской длины просто. Ну, то есть, вот чуть выше колена. Вот. Я их одевал, ну, вот, им 8 лет. Одел я их реально в боевых условиях 3 раза. 1 раз на Эльбрусе, 1 раз в пятерке в горной на Памире, и 1 раз судил соревнований в Подмосковье. Все, больше не смог, не понял, как их применять. Вот. А вот это носки, которые имеют средний слой из примолофта, из синтетического утеплителя. То есть это, грубо говоря, микропуховик. Вот. Соответственно, если мы эту комбинацию взвесим, ну, то есть и эти при этом самые теплые, естественно. Вот. Значит, мелкая деталь, носки, которые нами, ну, то есть мы берем просто те, которые есть с полки, и все. Вот. Сейчас есть такая тенденция, что все, кто заморачивается массой снаряжения, и не только, начинают носить вместо трекинговых ботинок трекинговые кроссовки, которые объективно короче. И как минимум можно брать носки, которые вдвое короче и, соответственно, вдвое легче. Вот. То же самое. Но вот эти, я говорю, я их купил себе там, на первом курсе с какой-то стипендией и так вот не смог ими воспользоваться. Ну вот эта штука. Компрессионные мешки, да, вот, кстати, компрессионные мешки. Почему бы и нет? Но это, если они прям настоящие лечебные, то это доктор должен подбирать. Если это спортивные там, для тех, кто бегает марафон, человек, скорее всего, понимает, что он делает. Ну или не понимает, за него думает тренер. Но для среднего пользователя это, как правило, не нужно. Вот. Вот эта штука весит, ну вот, пара носок 170 грамм. Вот. Для примера, 170 грамм это на одного человека 5 дней газа. 5 дней запасов газа на 5 дней. Вот. То есть, а вот их же друг... Их же друг из Примолофта весит 105 грамм. То есть разница в 70%. При том, что эти теплее, меньше в упаковочном объеме, а самое главное, эти просто не нужны такой адской длинной. Вот. То же самое, если мы взвесим любимые там носки с оленями, вот, купленные в Эльбрусе по случаю. Вот. Они весят столько же, то же самое, 105 грамм, но, к сожалению, значительно холоднее. А если, ну вот эти используются только для сна, если в них начать ходить, они быстренько выйдут из строя. Вот. По сути, только да. Ну вот такие, это вот только да, для каких-то заколенников. Вот.
Ну, в принципе, да. Но в любом случае можно это компенсировать, ну, наличием трамбелья обычно. Да, если уже ты в болотниках, реально, вот в таких, и ты прям в них двигаешься, значит, все плохо снаружи. Значит, там есть трамбелье обычно в этот момент. Ну, или штаны. Ну, вряд ли мы носим шорты с заколенниками. Это как бы, ну, есть только вахту, ну, там, ахтуба летом, ну, как-то, ну, то есть это в движении точно не участвует. Вот. Следующий элемент, об облегчении которого мы особо тоже никогда не задумываемся, ну, или мы задумываемся в последнюю очередь, это трамбелье. Вот. Я, например, как-то вот с детства понял, что то, на чем я никогда не экономлю, я всегда беру с собой запасной комплект трамбелья, в котором я сплю. И больше ни для чего не использовать. Никогда не использовать для движения. И это позволяет вам в любую погоду, в любой непонятной ситуации, вы как бы, ну, сухой. Ну, вот. Соответственно, тоже я вот два наиболее используемых трамбелья. Понятно, что в этом зимой будет лучше, чем в этом. Ну, просто из-за толщины утеплителя. Но в условиях там до минус там 5 они функционально друг друга перекрывают. Соответственно, если мы их взвесим, то разница будет тоже примерно вдвое. Вот сейчас. Вот, как-то раз мы работали с рублей на московском марафоне. Да. Предлагая Ну, девушке, короче, одни 370, 190. Это вот. Соответственно, это позволяет тоже как бы в одну зону это убрать. Дальше элементы, которые очень легко исключить из общей массы снаряжения, это упаковки. Вот. Где-то упаковка может быть очень легкая по сравнению с самим снаряжением. Например, это касается, скажем, тентов. Как правило, упаковка делается из той же ткани, из которой сам тент. Вот. Вот этот тент весит порядка 460 грамм, упаковка весит 10. Это не очень много. Вот. А если мы, например, возьмем упаковку от предметов покрупнее, точнее не покрупнее, а другой функциональности, например, от горелки, масса всей системы составляет что-то порядка 600 грамм, чехол при этом весит около 170. То есть реально треть предмета, который мы с собой берем, это просто упаковка. Вот. Значит, но тут есть крайности. Я, например... Например, сохранность, да. Какие-то предметы объективно надо упаковывать. Типа очки. То есть очки без упаковки это странно. Тент без упаковки нормально. А опять же, очень популярно было, если вот начинали, ну там в 2000-х годах ходили, был такой взрыв популярности компрессионных мешков. В них запихивали вообще все. И получался такой рюкзак из кирпичей, потому что, ну, нормальный, ну, как бы вот, например, пуховых свитеров особо не было, запихивали туда флис, сдавливали его, ну, он не компрессируется, естественно, он просто становится квадратным по форме компрессионника. И таких квадратов было, ну, там, по числу упаковок, которые взял участник. И в рюкзак это все потом гранями становится, получается очень неудобно, и при этом вы несете кучу лишней массы. Вот. Есть еще с упаковками такой тонкий момент, который, как сказать, в который об этом мы задумаемся, когда ходим длинные походы, но никогда не задумаемся, когда ходим короткие походы выходного дня. Это соотношение массы продукта, который мы берем, и соотношение массы самой упаковки. Вот здесь, сейчас, да, соли здесь на одного, ну, на месяц. Ну, то есть, если вы там не солите рыбу, а именно, ну, то есть, вы применяете ее для еды, ну, это просто неограниченный запас. Вот этим я уже несколько походов выходного дня пользуюсь, и так не понял, уменьшилась она или нет. Вот. Кофе здесь, я точно знаю, это на 5 дней. 5 дней, 2 раза в день попить кофе. Вот. Часто в поход выходного дня мы там заходим какой-нибудь в Ашан, в пятерку, берем, ну, типа, нам нужен хлеб, мы берем его кратно батону, нам нужен там, не знаю, ну все же там, макароны, мы берем их кратно упаковки, мы это, естественно, не переупаковываем. И этот же эффект иногда распространяется на такой раздолбайский, как бы, несложные там пешие походы. И получается, мы с собой несем, во-первых, кучу лишних еды,
а потом ее невозможно будет переупаковать. Поэтому один из принципов облегчения снаряги, что нужно все переупаковывать. Да, то есть, опять же, можно это сделать разным способом, ну, какие-то вещи. Ну, то есть я, например, соль никогда не буду носить в таком пакетике, в котором, например, можно носить макароны. Если вдруг макароны высыпятся мне в спальник, я их штучно оттуда изыму. Соль или кофе, который размокнет, я не изыму из спальника никогда. Вот. И, например, с упаковкой еды есть еще такая штука, что берем книжку, которая называется «Питание в туристском походе». Вот. Там, если помните, там такая девочка сидит в брезентовом анараке, кушает кашу большой ложкой. Вот. Может быть, видели, может нет. В общем, классический такой вариант, где рассказывается соотношение, ну там белки, жиры, углеводы, как правильно, и самое главное указана средняя масса на один прием пищи. Вот я не могу съесть такое количество еды, которое указано в этой раскладке. Там, например, ну если представите, вот 100 грамм на прием сухих макарон на человека. Если взять вот сейчас пачку 450 грамм и нормально ее сварить, и вот 5 таких, как я, ее поедят, это прям вот прям убиться можно. Вот, крупы, смотря какие. Ну, то есть, вот макарон, например, вместо 100 грамм, как правило, ну, вот, практика показывает, что, ну, большому дяде там под активную нагрузку достаточно 70 грамм. И это прям вообще нормально. Почему? Это зависит от... Вот. Ну, 70, да, на прием. Все указывается на прием. Например, чечевицы при этом можно брать 50 грамм. И это адское количество чечевицы. Особенно если вы ее с вечера замочили, а с утра она просто разогрели. Это очень много. То же самое там гречки какой-нибудь. Вот. Есть такой эффект, что крупа, крупа, там, макароны, по энергоэффективности это не самый энергоэффективный продукт, но он конкретно очень дает состояние насыщения. То есть, если вы в день там едите, там, не знаю, сдюжите съесть там 5 больших плиток шоколада, это будет очень много энергии, но, во-первых, будет точно плохо, вот. А второй, все равно кушать хочется, потому что, объем, да, не происходит. Поэтому правильно вот это соотношение тоже дает возможность экономить. Соответственно, крупа, макароны, там всякие чечевицы и сублиматы являются отличным вариантом наполнения объема, и должны использоваться утром и вечером. То есть на старте дня, когда еще есть время это переварить, и когда ты уже пришел, и можно готовить там нормально, да, не экономить топливо и время. Вот. А в середине дня кушать там что-то быстрое, углеводы и так далее. Вот. Теперь как оптимально подобрать объем посуды, из чего она должна быть сделана, какие есть преимущества и недостатки. Вот. В целом, вот эта емкость, с которой я хожу чаще всего, я много сейчас хожу один, вот, давайте будем на человека все считать. Вот. В принципе, 600 миллилитров достаточно для приготовления одного приема современной пищи. Это 600-ка. Я много раз выиграл бутылку пива, споря, что она сюда войдет. Можно было еще повторить, но точно заходит, прям вообще. 600 миллилитров, прям точно. Вот. Значит, что с 600 миллилитров можно приготовить за один раз? Вы можете залить 2 пакета сублимата типа галы-галы или один большой сублимат какой-нибудь современный. Это 350 миллилитров, 300 миллилитров. Это один прием пищи, типа суп, либо второе, и 300 миллилитров у вас же остается, вы в остаток кидаете там кофе, чай, не знаю, кисель, и у вас еще с 600 миллилитров, то есть с одной 600-ки вы и попили, и поели. Понятно, что если вы берете там литр 100, то можно больше пить чая, и здесь, например, удобнее готовить. Понятно, что здесь вот чечевицу готовить так себе, здесь хорошо. Вот. Соответственно, когда там, условно, я хожу один там на воду или зимой, я беру литрушку побольше. По массе они отличаются втрое. Это весит 65, даже больше, это что-то 200 с чем-то. Вот. Соответственно, если вы не хотите там есть борщ
в смысле, чай со вкусом борща, да, приходится брать 2 емкости. Вот. Соответственно, вот так. Масса увеличивается вдвое. Но при этом и функциональность тоже многократно увеличивается. Обычно я, когда хожу один, я беру вот просто вот так. Вот. Но я и редко что-то в нем реально варю. Если мероприятие более длительное, там больше 2 недель, и хочется по-человечески кушать, я беру 2-ю емкость. Вот. А на какой-нибудь там посиделке, торслет, еще берется какая-нибудь 3-я емкость. Вот. Вот. 450. Да, это вот 600, 450. Туда еще входит 300, в нее 150 при желании. Вот. Ну, то есть прям вообще матрешка получается. Значит, если группа большая, расчет делается обычно такой. Пол-литра плюс 0,6 умноженное на число участников. То есть на 2 литр, на 3 там литр, сколько там, литр 700, ну и так далее. Вот. То есть, например, это любимая семейная кастрюля, она же очень тяжелая. Вот она литр 600, вот 2 взрослых и 1 ребенок, ну вот сейчас 3 лет, из нее кушают вообще нормально. И 3 взрослых при некоторой экономии как бы прямых руках, готовки на горелке, тоже из нее отлично кушают. Вот. Значит, а вот из такой емкости... Сейчас. Вот такая. Вот это 2,8. Из нее уже можно кушать там в 6, ну то есть группа в 6 человек, на ней нормально прям все готовит. Вот. Соответственно, вот такую мы, например, берем вот на школу туризма, вот такую, плюс такая, и вот такая вкладыш под кипяток. Ну, то есть я в нем ничего не кипячу, просто переливаю, делаю чай. Вот таких 3 емкостей хватает на 15 человек при правильной организации процесса питания. Вот. Понятно, что 12 там, или 10-литровый кан, он, конечно, типа, меньше дает проблем. Но если вы заранее подумать, как вы будете готовить, этого вполне достаточно. Вот. Теперь о материалах. Есть принципиально, то есть современную посуду делают туристскую либо из алюминия, это самый популярный вариант, либо из стали, либо из титана. И всякие варианты композитов. Ну, то есть там пластики и силикон. Вот. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самый тяжелый сталь, и он же самый популярный. Есть 2 момента. Во-первых, сталь это единственный материал, из которого сделают здоровые каны. Кто когда-нибудь видел 18-литровый кан, 18-литровую групповую посуду? А кто ее когда-нибудь мыл? Вот. Я помню, у нас в группе было отличное наказание мыть его снаружи. Вот. Соответственно, сталь хороша в 2 вариантах. Готовка на костре, потому что она медленно, лучше это держит. И второй вариант, когда она используется очень агрессивно. Детская группа, прокат, там многодневные лагеря, когда она моется песком, там камнями оттирается снаружи и так далее. Тогда сталь имеет смысл. Вот. И сталь еще имеет то преимущество, что она, когда вы на ней, так сказать, когда вы на ней готовите, она, как правило, к ней реже что-то пригорает, чем к алюминию. Это связано с распределением, просто со свойством материала, распределением тепла. Чуть полегче это алюминий. У него есть 2 конкретных преимущества. Первое, это очень высокая теплопроводность. На нем все реально быстрее кипит, чем на стали. Просто из-за свойств материала. Второе, он очень легкий. Вот. И третье, на него наносят, возможно нанести покрытие, которое позволяет качественнее готовить. Но вот это с антипригарным, здесь просто керамическое покрытие внутри. В принципе, вот здесь можно там, не знаю, блинчики жарить в нем. Они будут такие квадратные немножко, но можно. Вот. Здесь же можно делать всякие хитрые штуки, типа соус там какой-нибудь. Вот, бывает приятно. Или, например, сюда тушенку ее с луком обжариваешь, и потом туда же что-то сверху, и вот, все возможно, ничего не пригорает. Но если есть покрытие. Вот. И они же часто делаются с радиатором. Вот. Для чего это нужно?
Это задерживает тепло, исходящее от горелки, дольше его держит на поверхности. Соответственно, он более эффективно кипит. Вот это офигенная штука для зимних и высотных походов, и, ну, то есть, где реально холодно. Вот эту посуду мы используем либо как групповую на школе туризма, либо мы ее берем в лыжные походы. Вот это у нас единственное, ну вот с таким комплектом мы ходим втроем на там 18-20 дней в лыжный поход, и это прям нормально. Вот. И последний, самый легкий из металлов, это титан. У нее есть как минимум два плюса. Он, ну, соответственно, самый легкий, да, у него самая низкая плотность. И он при этом намного, ну, при равной толщине листа, он намного прочнее алюминия. И его же нормально ставить на костер. Прожечь титановую посуду надо обладать прям большим мастерством и усилием. В принципе, вот эта вот кружка, я не знаю, ну, она видно, что это уже не первый свежести. Я ее много раз ставлю в угли, там, ну, в основном на горелке используется, но на костре тоже. Я ее не смог прожечь, ей уже, ну, вот это типа 4 года, а вот этой что-то 8 или 9 лет. Она вот, ну, как, никак не меняется. У титана есть только один конкретный минус, он довольно дорогой. Вот. Главное его не терять. Ну, то есть, если... Поэтому, например, там, детям там, в поход давать титановую посуду, так себе затея. Себе, любимому взрослому, с удовольствием, как бы. Вот. И последний материал, который, так сказать, не очень недооценен, это силикон. Вот. Например, вот этот чайник. Его объем литр 300. А масса сравнима с алюминиевым. Только в отличие от алюминиевого, он занимает в несколько раз меньше места. Да? Вот. Я в нем, например, варил гречку, манку. Ну, это такой... Да. У него алюминиевое дно. Но не на костре, естественно. А? Да, он ставится на горелку. Отлично. Ну, и на широкую, на поуже. Вот. У силикона есть два плюса. Самый главный плюс — это компактность. Вот. То есть, вот, например, емкости равного объема будут иметь примерно одинаковую массу. Ну, то есть, вот, например, это моя миска. Вот миска 700, да, ну, кружка 600. И они отличаются по массе там на что-то на 12 грамм, что ли, что-то такое. Или вот там равной емкости там 450 стакан весит чуть тяжелее, чем там титанка. Но, соответственно, да, значительно меньше в упаковочном объеме. Вот это крутой вариант, когда вы пытаетесь в одну емкость напихать все с группы, например, с семьи. Вот. Соответственно, вот эта штука мной используется в основном, как бы, она еще почему-то случайным образом отлично ложится в кастрюлю. Такой же комплект жены, такой же комплект ребенка. Вот. Если это делать там классическими мисками и кружками, это все вот так и занимает больше объем при равной массе. Вот. Соответственно, это то, что касается посуды. Очень часто, типа, к любой посуде нужна крышка. Быстрее кипит, меньше хлама. Быстрее кипит. Ну, лабораторные исследования там специально, не знаю, проводились или нет, но вот мы там много раз пытались там сравнить, какая там эффективность. Короче, одно и то же. Вот в условиях, когда это не в лаборатории на столе, да, условно, там не в комнате, да, при наличии ветра, там вот в пределах математической погрешности результат. Удобно крышка только в том смысле, что реально туда не попадает хлам, и сливать макароны и крупы. Вот это как бы преимущество. То есть, если вы кушаете в основном сублиматы или что-то такое, или, например, там, я часто, ну, вот у меня там друг называет это недокаша пересуп. То есть, ты типа варишь второе, но случайно получается почти первое. И вот это кушаешь, тогда типа крышка тоже не нужна. Вот. Это из мелочевки. Теперь по поводу топлива. Вот. Я специально взял две крайних емкости. Вот. В поход продолжительностью, ну вот это 130 грамм, да, емкость это 430. Масса баллонов отличается тоже втрое. Вот этот пустой баллон весит 190 грамм. Вот этот
грешным делом не помню. Ну, там, условно, там 90 грамм. А, Есть тенденция, что мы, как правило, покупаем вот такой газ себе, даже если ходим с ним в поход выходного дня. Вот. У кого дома хранится больше одного полупустого баллона, вот, да, у меня, вот, соответственно, как бы, ну, это, с одной стороны, правильно, да, как бы меньше мусора, там, дешевле и так далее, но, с другой стороны, например, вот с таким баллоном вполне себе можно сходить одному, там, на сублиматах на 4-5 дней. Вполне этого, как бы, ну, комфортно. С таким ходить, там, одному, там, или вдвоем поход выходного дня, она можно, там, несколько месяцев. Вот. Соответственно, тоже, да, как бы, надо думать об этом. Сколько нужно газа на человека в день? Тоже популярный вопрос. Ну, если готовить комбинацию, например, сублимат, гречка, заваренная с вечера, ну, в воду, да, днем кушаете суп и пьете каждый прием пищи горячий чай, то достаточно 40 грамм в день на человека. Эта норма удваивается для высоты и зимы. То есть, если вы идете там на какой-нибудь Эльбрус там или что-нибудь такое, ну, то есть, вот вы реально будете топить снег, то нужно брать уже сразу 80 граммов в день на человека, и тогда будет нормально. Вот. То же самое с бензином. Бензин не стал брать, вот, по причине того, что мерзко пахнет. Вот. Бензин нужно примерно такое же количество, но при расчете бензина есть одна тонкость. Его тоже надо рассчитывать в граммах, а не в миллилитрах. Потому что плотность бензина примерно 0,8 грамма на что там, сантиметр кубический. То есть реально, ну там 100 миллилитров бензина это всего 80 грамм. Мы один раз на Кольский в феврале взяли по миллилитрам. И мы, ну, к середине похода мы поняли, что, ну, нам прям капитально не хватает топлива. И мы начали как бы меньше пить чая, там заваривать сублимат в некипяченую ну, там градусов 50 воду. Ну, мы как бы дотянули, но удовольствие так себе. Соответственно, вот помните, что если вы там рассчитываете себе бензин, обязательно рассчитывайте его на массу. Взвесьте там, ну, бутылку, в которой он находится, и узнаете вот реальную плотность. Ну, потому что разные марки отличаются. Самый популярный бензин, самый нормальный бензин Калоша. Вот, кто не знает, что это такое? Вот, ага. Значит, в магазинах продается он как растворитель для красок. Вот, он так и называется, Калоша. Фактически это октан. То есть это вот почти чистый углеводород, в нем очень мало присадок. По-английски это называется white gas. И продается он в западных магазинах, ну, собственно, в туристических. Его можно купить, его делает Примус, МСР, там, ну, много кто. У нас это просто бензин Калош. Вот. То же самое с бензином. Чем ниже октановое число бензина, которое вы купите на бензоколонке, например, где-нибудь в Кыргызстане летом для экспедиции, тем лучше. Типа 78 дает меньше присадок в разы, чем 98. Это физика горения в горелке совсем другая, чем в топливе, ну, чем в машине. Я имел счастье готовить на авиационном керосине на Памире. Это было самое геморройное топливо, которое я когда-либо использовал. Хотя, по идее, ну, типа, высокая очистка, там, все дела. Нет, он горит очень плохо в условиях обычной, вот, ну, нормальной бензиновой горелки. Так, теперь утеплители, а конкретно спальные мешки. Как сэкономить вес и как при этом не убиться. Вот. Есть принципиально, ну, самый простой вариант, вы меняете синтетику на пух. То есть сразу происходит качественный скачок. Причем, например, типа я готов носить спальник массой там 860 грамм, да, у меня синтетический весит столько же, только этот на -2, а синтетический такой же на +4. То есть я, например, не сэкономил массы, но мне прям совсем хорошо. Либо наоборот, да, то есть вы можете сэкономить, ну, соответственно, взять более легкий вариант. Чем пух и синтетика концептуально друг от друга отличаются, ну, по реальным свойствам? Прежде всего, они отличаются массой и упаковочным объемом. Никогда синтетический спальник не будет таким компактным, как пуховый. Вот, просто из-за, ну, свойств волокна. А самое главное, что пуховые спальники намного дольше живут.
Утеплитель при правильном хранении деградирует в разы медленнее, чем любая синтетика. Вот. То есть там пуховый спальник через 10 лет намного бодрее, чем спальник из синтетики. Вот. Дальше при равной температуре комфорта спальник, то есть его можно сделать легче. Естественно, вы можете, конечно, его дома там обрезать по контуру, но это какой-то радикальный вариант. Это сразу, то есть это на стадии производства. Большинство современных спортивных спальников заужено в ногах. И это надо учитывать в двух вариантах. То есть спальник, если есть возможность, его можно померить. Давайте я открою. У меня синтетический без упаковки. Вот. Зауженная в ногах, и обычно производители об этом открыто пишут, что, ребята, спальник узкий. Соответственно, грубо говоря, там в одной и той же серии из одинакового утеплителя одинаковая внешняя ткань, спальник там для спортивных целей будет поуже. И он, соответственно, будет полегче, поменьше в упаковочном объеме при равной температуре комфорта. Ладно, не суть. Вот. То есть ширина спальника в ногах. То есть в таком спальнике я чувствую себя достаточно комфортно. Вот. Есть люди, которым не могут спать в коконах. Вот. Часто это выясняется прямо на маршруте. Вот. Может быть, кто-нибудь на себе уже выяснил. Вот. И в этом смысле случается плохая экономия. То есть, когда человек не способен выспаться в узком спальнике, иногда не стоит экономить массу. И когда еще не стоит экономить массу спальника, это когда ночные температуры сильно переваливают ниже нуля. То есть при температурах там ниже минус 15 всякая экономия массы спальника превращается в маразм. Потому что вы очень сильно устаете при этой температуре. Не знаю, а кто больше 5 дней находился при температуре минус 30 с присутствующих? Вот. Соответственно, то есть вы начинаете уставать, да, если это поход. Вы начинаете, сколько бы вы ни ели, все равно это перестает компенсировать расход энергии. Плюс, например, зимой короткий световой день, вы больше времени проводите в спальнике просто потому, что нечего на улице делать, невозможно в темноту двигаться по сложному какому-то рельефу. Соответственно, зимой, чем ниже температура, тем больше можно игнорировать, сколько весит спальник. Вот. То есть у меня спальник экспедиционный на минус 40 весит кило 950, это на самом деле очень легкий. И если бы он весил 2400, я бы все равно его таскал. Потому что то есть нет шансов при очень низких температурах сильно сэкономить. Вот. И второй вариант, где не стоит экономить массу спальника, это для девушек. Девушки всегда больше мерзнут, просто соотношение физиологически. Поэтому, например, есть женские спальники, в которых они уменьшены габаритов, потому что, как правило, женщин меньше ростом, и в них сохраняется то же самое количество утеплителя, что в мужской модели. То есть он меньше, пуха столько же, он получается теплее физически. И часто, например, мужчины берут женские модели спальника, если в него влезают. Вот. То есть у нас, например, наш снежный барс, Леша Кириенко, он ходит с женским спальником. Он точно хочет, чтобы все знали? Да. Он точно прям можно... нет, сегодня не работает, но можно пойти спросить. То же самое женский коврик. Коврик меньше размеров, меньше перфорации, получается теплее. Тоже очень много народу Павленко, кстати, ходил с этим. Вот. Тоже он не скрывает этого факта. Теперь, какие есть способы сэкономить, где можно сэкономить массу спальника? Когда это короткое, жесткое мероприятие, типа московский марш-бросок. Мы бежим 130 километров с одной ночевкой. Мы по-любому уснем после того, как пройдемся 70-80 километров. Нет шансов, что у вас будет бессонница, да? Соответственно, упал 5 часов как-то поспал, да, и нормально. Тогда можно взять спальник при легком минусе на легкий плюс, и, в общем, более-менее. Второй вариант, когда у нас есть большая высокая цель. Мы с одной ночевкой пытаемся зайти на какую-нибудь вершину, тогда надо понимать, что, мы
спать не будем, будем как бы находиться на грани там 5-6 часов, как бы вот пропадая, да, там, падая в сон и просыпаясь там от того, что дрожим. Но нас, значит, ведет большая цель. И, собственно, в прочих вариантах невозможно, ну, то есть экономия массы спальника никакого эффекта не делает. А если я одену термобелье? Ну, будет чуток получше. Концептуально термобелье, ну, там, не знаю, вот такой должно быть толщины, чтобы это как-то реально влияло. Причем, чем больше слоев вы на себя натолкаете в спальнике, тем выше вероятность, что вы вспотеете и замерзнете. Если вот пытались на себя одеть там термуху поверх флиса, поверх еще там пуховку и в этом влезть типа в спальник на плюс 10, в минус 20 все равно спать в нем невозможно. Ну, будет плохо. Ну, некомфортно там. И чем дольше мероприятие, тем жестче этот эффект. Вот. То есть, к сожалению, спальник вот можно сэкономить только за счет его геометрии. И я вам сейчас покажу. Так, это анда. А это топ. Покажу штуку, которая немножко обманывает систему. И можно реально сэкономить массу. Вот. По-английски это называется quilt. Ну, то есть quilt, одеяло, короче. Короче, спальник одеяло. Ну, собственно, одеяло. Чем оно там, ну, бывает по-разному скроено. В основном имеется в виду, что под колено оно зашито. Ну, здесь вот соединено кнопками. И, соответственно, можно эту систему еще утянуть внизу, да? У вас получается вот такая штука. Вот. В чем фишка? У вас получается спальник для ног, а для всего остального одеяло. Чем мы при этом экономим? Мы экономим отсутствие молнии. Молния, как правило, весит 150, а то и бывает 200 грамм. Мы экономим количество утеплителя, потому что площадь этой штуки меньше, чем площадь стандартного спальника. И мы еще, ну как бы, это скорее важно при около нулевых и плюсовых температурах, мы немножко приобретаем в удобстве, в климат-комфорт, так сказать, контроль. Мы можем там завернуться там в него по-разному и так далее. Это из Primaloft, это синтетический. Они бывают, соответственно, и пуховые тоже. Почему можно задвинуть на то, что у нас нет утеплителя в спине? Потому что, к сожалению, утеплитель в спине реально всегда сминается. Второе, у нас по-любому внизу есть, ну, в случае, если мы ночуем на земле, у нас есть коврик. В случае, если мы ночуем в гамаке, у нас есть либо коврик, либо подстежка теплая. Сейчас тоже потом покажу. Поэтому можно... Ну вот на эта модель в основном, это гамачные фирмы и рассчитана в основном на ночевку в гамаке. Так здесь бывают петельки, которые позволяют приделать к себе наглухо ковер, который от вас ночью не убегает. Соответственно, ковер лежит внутри, частично, ну, снизу идеальное утепление, лучше, чем кусок там пенки или надувного ковра у вас, ну, пух, например, не утеплит. Вот. Соответственно, квилт — это адекватная замена спальнику на около нулевые плюсовые температуры. Вот, например, вот эта модель рассчитана на минус... Сейчас. Так, это Spark. Вот этот на плюс 4. Вот. И массой собственной без упаковки 760 грамм. Вот. А вот этот красавец тоже на плюс 4, только он 960 грамм. То есть на один большой сникерс мы сэкономили. Или там на 6 грамм, на 6 дней там топлива на одного человека. Вот. То есть вот эта штука работает. Где еще можно сэкономить в спальнике при низких температурах? Можно скомбинировать относительно холодный спальник, накрыть его сверху так называемым конденсатником. То есть спальник, который призван на себе собирать влагу, которая образуется при конденсации воды в палатке. Так часто защищают пуховые спальники в длительных мероприятиях, ну и не только пуховые. Вот. Значит, идея состегнуть два спальника и лечь туда втроем, как правило, приводит к бешеному дискомфорту и не дает плюса там, выигрыша в тепле. Был отличный случай. Мы пошли в четверку на Памир, в горную,
И долго решали, значит, какую комбинацию спальников мы берем. Я сразу сказал, что типа идите нафиг, я понесу свой спальник. Вот. Кончилось все тем, что я так решил, еще одна девочка так решила, спальники у всех были одинаковые. Короче, в итоге те, кто решили спать вот в спарке в двух спальниках втроем, легли туда втроем, накрылись еще третьим, потому что им все время было холодно. А мы с Эльгой, значит, спали под одним, как под одеялом. Ну, там еще физиология разная. Ну, в общем, еще отличный был случай, мы ходили в лыжный поход. И долго решали тоже, брать спальник или нет. На последнем собрании решили, что каждый берет свой, а мой друг не был на этом собрании, поэтому он не взял спальник. И мы 21 день спали, вот 3 таких, как я, в 2 состегнутых спортивных спальниках. Это был полный вообще отстой. Плюс ночью ты встаешь, например, есть палатка с печкой, дежурить. Соответственно, все по свистку переворачиваются, вот это все. Ну, то есть это... То есть состегнутый спальник — это либо кемпинг, да, либо там, ну, там, не знаю, семейный отдых, фестиваль. То есть пообниматься отлично. В плане экономии тепла и массы вообще ничего не дает. Вот. Но заранее сшитый двухместный спальник, то есть не 2 состегнутых, а двухместный, значительно экономит массу. Так, теперь немножко о мелких вещах, которые позволяют нам сильно сэкономить массу. Вот. Это будет разрозненная информация, но все равно. Вот у меня есть 2 любимых ножа. Вот. Вот этот я беру в основном, типа там рыбалка в Карелии, не знаю, турслет, там еще что-нибудь такое. А этот нож я беру для всего остального. Причем здесь помимо, ну да, соответственно, прям отлично подходит по диаметру, под диаметр охотничьей колбасы. Вот. И здесь еще есть даже пилка для ногтей. Я ее, правда, все хочу сломать, но как-то руки не поднимаются. Они по массе отличаются примерно в 10 раз. Вот. Вот с этим я ходил там в Пиренеи, длинный маршрут, там 320-километровый. С ним же много раз там ходил всякие мелкие мероприятия. Если вот вы сейчас вспомните продукты, которые вы едите в походе, чаще всего их нет необходимости резать. Их можно там кусать, ломать. Нож, как правило, не требуется. Плюс, например, если даже требуется, то можно иметь один нож на группу там 6, 8, 12 человек и не таскать лишнее с собой. Вот. Как бы обычно это либо для самоощущения, типа, что ты Рэмбо, вот, либо, ну, просто не договорились. Вот. Как бы увеличить функциональность там носимого ножа можно методом того, что в него что-то добавляется. Здесь это пилка, но относительное преимущество. Сюда, например, вделано огниво. Вот. И я им реально пользуюсь. Например, я беру вот этот нож, например, в лыжный поход я реально беру. Огниво становится бесконечной зажигалкой. Вот этому ножу что-то больше 3 лет. Соответственно, нет условий, в которых не работает огниво. Оно не зависит от температуры, от влажности. Его можно замочить в воде, оно все равно работает. Да, и, соответственно, поджечь им газовую горелку либо бензиновую смесь можно при любой температуре, при любой скорости ветра. Все равно. Ну и при некотором навыке, соответственно, можно разводить костер. То есть это какие-то такие вещи, ну, все еще адекватно. Вот. Дальше фонарь. Вот. Кто когда-нибудь был летом в Карелии? Кто с собой летом в Карелию брал фонарь? Вот. И ни разу им не пользовался, да? Вот. То есть, да, классика: взять с собой во время полярного дня фонарик, например, на Кольский полуостров или там в Карелию, там белые ночи. Вот. Ну, то есть иногда его можно не брать совсем. Второй момент, когда вам реально можно с собой не брать фонарь, если вы хорошо представляете условия маршрута. То есть, или, например, когда вы ходите от приюта до приюта, скажем, ну, можно не брать фонарь, потому что вы им не воспользуетесь. Вот. Вот эти фонари отличаются по массе тоже примерно втрое. Вот. При этом, конечно, они отличаются по мощности света, это ясно. С таким хорошо ходить осенью, там, то есть вы рано встаете, ставите лагерь по темноте, но вот этот... Сейчас. Вот. Сейчас. Ну, то есть, вот этого достаточно. С ним можно ночью шариться по болоту в ноябре. Вот. Ну, в известной степени комфортно. Вот. С этим... Сейчас.
Вот. С этим, конечно, ночью в ноябре по болоту так себе. Ну, так себе. Но... А? Да, он, ну, получше, ну, там, сколько у него, по-моему, 15 люмен, что ли. Вот, а это 130. Ну, то есть, прям нормально отличается. Вот. Но с таким можно поставить палатку, можно собрать дров, и можно отойти ночью в туалет. В принципе, для чего фонарь, собственно, нужен. Вот. Соответственно, можно с ним двигаться долго. Ну, вот этот, я здесь батарейки не менял, мне кажется, как купил, так и не менял. Вот этому что-то лет 5, что ли. Вот. Соответственно, тоже на мелких деталях, на таких можно сэкономить. Еще одна деталь, которую мы тоже часто, ну, если это зажигалка или спички, да, есть просто зажигалка, есть микрозажигалка. В пределах там 2-недельного похода они не отличаются по функциональности. Газ вы не выжжете ни в той, ни в другой. Есть еще там всякие модные, там, в подарочном чехле, там, чугунном или кожаном, там, не знаю. Соответственно, по массе они тоже отличаются. Вот. Дальше это всевозможные оттяжки для палаток. Если мы... Сейчас у меня где-то... Да. У меня есть тут море оттяжек. А, да, кстати, еще тоже классика. Титановая ложка, стальная ложка. 100 грамм, 32 грамма. Ну, кушать одинаково. Вот. Сейчас. Так, теперь всяческие мелкие детали типа оттяжек. Вот эти оттяжки, имея равный диаметр, по разрывной нагрузке отличаются там в несколько раз. Вот это держит там 200 килограмм, это держит что-то 60. Но когда вы вешаете тент, это никакой нафиг разницы не имеет. При этом это легче, и это тяжелее. На 1,5-метровый отрезок они отличаются на 4 грамма. Это вроде немного, но если оттяжек на палатке, например, там 6-8, они уже отличаются на большее число грамм. А есть там вообще радикально легкие оттяжки. Сейчас. Иди-ка. Оп. Это прям для ценителей. 1,5-метровые оттяжки. Сейчас я передам. То они, вот эта штучка в разрывной нагрузке держит 80 килограмм. Ну, то есть я сейчас не буду на ней висеть, ну, потому что, во-первых, тяжелее. Вот. Вот она еще почти в 3 раза легче вот этих оттяжек. Но тут тоже бывает, народ доходит до маразма. Если вы пытаетесь вешать тент 6х6 на такую штуку, это очень плохо. Если вы, например, делаете маленький тент себе или меняете оттяжки на палатке на более легкую, это совершенно адекватное решение. Плюс вот это светоотражающая, и она еще в ней вплетена нить, которая называется дайнима. То есть материал практически не тянется и по разрывной нагрузке близок по свойствам к стали. Ну, передайте, посмотрите. Давайте. Да. Дайнима материал называется. Вот. Дальше, на чем можно сэкономить, это на наличии или отсутствии пряжек для натяжения. Алюминиевая пряжка обычная, ну, все видели на тенте, на палатке где-нибудь. Вот. Она весит что-то порядка там, по-моему, 6 грамм, я уже не помню. А есть ее друг, называется корд-лок, вот, или слайд-лок. Ну, короче, натяжитель. Вот. Который весит втрое меньше и при этом в 150 раз более круто работает. Вот. Соответственно, если у вас на палатке там 12 оттяжек, разница 4 грамма, 50 грамм вы экономите просто сменой одного на другое. Плюс, если вы нормально умеете обращаться с оттяжками, можно вообще выкинуть натяжители и не использовать никакие. Я, например, так делаю в своем, на понч-тенте. Сейчас про него отдельно. Вот. Дальше штука, которая сильно экономит массу, это колышки. Вот. Вот это алюминиевый колышек, а здесь вот есть суровый титановый. Вот. Причем, я сейчас не буду взвешивать, поверьте мне, ну и в руки возьмите, титановый тяжелее алюминиевого.
при том, что площадь сильно отличается. Только этот можно забивать молотком в мерзлую землю, этот этого не переживет. Вот. Значит, причем, когда вот не стоит экономить и брать, ну, если его сделать из алюминия, он, конечно, будет легче. Колышки-гвозди имеют только два преимущества. Они несколько легче, и они очень сильно дешевле в производстве. Прям очень сильно. Поэтому, как правило, в бюджетных палатках идут вот такие колышки. Ну, в смысле, не стальные, обычные такие, буквой «Г». А вот такие колышки сильно дороже, но сильно эффективнее. И их, опять же, ну, вот эта модель мягкая, есть, которую можно забивать в плотную почву либо в камни. Они намного круче держат на вырывании из почвы. И, соответственно, их можно более агрессивно и дольше использовать. Вот. Еще, например, вот здесь тоже, это вот, кстати, классика маразма. Это типа ультралегкий колышек, в который ввязана 4-миллиметровая выдергалка. Вот. Но при желании ее можно либо удалить вообще, либо поменять на намного более тонкую. Ну, тоже держите, посмотрите. Так, передавите. Че, у меня еще есть титановая колышко. Так. Да, все можно, конечно. Да, естественно. Ну да, в этом что-то есть. Хотя вот этот вообще как бы самой фирмой позиционируется как, ну передавайте тоже, как ультралегкий. Вот. Этот Толкс делает, я думаю, что они особо не заморочились. Так, колышек, да, нет? Есть? Вот. Дальше можно видеть, ну там, всякие там, народ снаружи на себе носит кружку там на рюкзаке и так далее. Ну как бы, почему бы и нет? Есть, ну то есть большинство карабинов, которые вы используете для несиловых задач, можно заменить на сувенирные. Вот на такие. Причем вот у меня есть сувенирный карабин вот такой, а есть еще легче. Сейчас найду. Ну ладно, не суть, сейчас найдется. Вот. Соответственно, вот на такие, например, вот этот карабин вполне себе выдерживает натяжение тента 3,5 на 3, он не рвется, не гнется и так далее. И его же можно использовать для второстепенных задач, типа, например, самостраховки каски. То есть, когда каска, ну, чтобы не на опасных участках вы каску сняете, чтобы ее не утерять, ее тоненьким шнуром приделывают к себе. Вот. Соответственно, для самостраховки каски народ часто берет обычный оттяжечный карабин, хотя можно взять вот такой. Вот. Разницы нет. Понятно, что это теоретически можно вырвать, но обычно, если на каску приходится такая нагрузка, что ломается вот этот карабинчик, что-то не так. Вот. Ну, не знаю, надо передать? Вот. Вот. Ну, вот это 3 грамма весит. Вот. Так. Сейчас. И еще мелочи, которые накапливаются в огромном количестве. Еще вот, кстати, вилка, которую можно никогда не брать. Нет предмета, который нельзя съесть ложкой. Но есть масса еды, которую нельзя съесть вилкой. Так. Вот, кстати, еще. Вот, я даже забыл, что у меня здесь... Ну, вот этот нож, при том, что он компактнее, все дела, в нем куча всего, он значительно тяжелее вот такого. И при этом, ну, например, силовые какие-то работы, то есть там сделать закрутки для деревянной рамы катамарана, вот этим ножом зеленым можно, вот этим нельзя, вы его сломаете. Вот. Так. Теперь следующее, на чем можно сильно сэкономить, это гигиена и аптечка. Вот. Например, это крем для загара, которого мне хватило уже на 2 двухнедельных похода, и, наверное, если он не засохнет, хватит еще на столько же. Да, он типа, ну вот это там с высоким фактором, полтинник. Как правило, они хорошо, что меньше упакованы. Обычный крем для загара такой прям пол-литровый. Вот. И, соответственно, вы носите его просто так. Вот это я не нашел, куда перелить, тоже бы перелил. Вот. То есть это можно так сэкономить массу в несколько раз. Не знаю, вот как-то он эффективно довольно работает.
Ну, я им понятно, что я не весь целиком, не на пляж я его беру, а там уши, руки. Можно в шприц перелить, действительно. И, кстати, зубную пасту можно в шприц закачивать. Но это... Я как-то прям побаиваюсь этого момента. Вот. Не, ну так, да. Еще, кстати, зубную пасту можно сушить. Тоже популярная штука. Вот. Но это где-то вот коэффициент полезного действия уже такой. Хотя, в общем, да. Можно зубной порошок просто взять. Вот. Теперь смотрите, вот эта аптечка для, ну там, 5, там, ну, короче, в основном для похода выходного дня или коротких походов, где я уверен в том, что могу быстро выйти к цивилизации. Вот. А это такая прям нормальная аптечка. Ну, и здесь, кстати, ремнабор заодно лежит, который я использую в больших походах, ну, в лыжном там походе. Еще популярная штука в больших группах. У вас есть 2 аптечки, которые частично, ну, с которой, точнее, не пересекаются по функциональности. Там травматическая аптечка, которую вы взяли с собой, когда идете в радиалку, или вытащили из рюкзака, когда едете в поезде, и основная, радикальная, которую вы, там, не дай бог, проводите какие-нибудь врачевания большие, там, типа, там, всякие, не знаю, там, народ потравился массово или еще что-нибудь. То есть, по сути, к сожалению, часто аптечка имеет такой состав, что человек не в состоянии будет ей воспользоваться. Вот. Ну вот, кто хоть раз в жизни в походе при травме делал другому человеку укол? Вот. Если мы, ну, то есть, спросим еще больше, ну, то есть, при этом там, ну ладно, у меня там есть подруга, она врач, и она прям берет с собой там какие-то вещи, но она ими реально может воспользоваться. Я, например, точно знаю, что я не полезу человеку там в вену в походе, потому что я делал это 1 раз в жизни, и я не уверен, что если будет грязно, комары, там, мы устали, а человека трясет от боли, я прям это сделаю так, что ему от этого не станет хуже. Поэтому многие вещи можно сразу не брать, ну как бы признаться себе в том, что вы ими не сможете воспользоваться. Вот. Дальше следующая вещь. Берут лекарства, которые дублируют друг друга по функциям. То есть там, например, в одном содержится там несколько обезболивающих. Берут там, условно, там анальгин, нурофен, баралгин и еще какой-нибудь. Они, по сути, одинаковые. Можно брать 1 блистер одного лекарства, и этот эффект будет вполне себе. Дальше можно аптечку облегчить, сделав ее частично личной. То есть, например, заставить каждого участника, ну это вообще нормальная практика, взять себе лично перевязочный бинт. Ну это нормально, потому что как бы стертых ног, там количество там ссадин, не дай бог порезов, может превысить возможности групповой аптечки. Тогда тот, кто несет групповую аптечку, не несет с собой 1,5 там, кубометра бинта, да, а его несет каждый. То же самое, например, часто берут и стерильный бинт, и не стерильный, просто потому что так есть в списке. Любой бинт, ну в смысле, стерильный бинт превратить в нестерильный можно очень легко. Наоборот, нет, то есть можно брать сразу только стерильные бинты, учитывая, что по стоимости они одинаковые. Вот. Ну и что еще можно сделать меньшей упаковки? Ну, например, это дезодорант, вот, и он еще в пластике. А обычный, который стоит дома, он в стекле. Ну да, наверное, он непрозрачный. А я вообще зимой не беру его просто, честно говоря, потому что, ну, как бы, как это, пацаны поймут, а так я, в общем, ну, как бы, я не смогу воспользоваться при отрицательной температуре, да, действительно. Да, они имеют свойство замерзать, это правда. Ну, то есть, вот я сейчас там брал его в Альпе, потому что ходил от приюта до приюта. И там ты спишь на 16-местной кровати, желательно, ну, как бы, не оскорблять окружающих. Вот. Или то же самое, например, ну, это, конечно, не в шприц, ну, закачанная, да, зубная паста, но, тем не менее, значительно меньше, как бы, стандартной, да, такой. Да. Если его пополам разрезать и пасту отодвинуть, да, его можно заварить утюгом. Конечно, да. Но вот этот, например, берется как еще меньше бывает. Да, сейчас вариантов масса. Вот. Или, например, вот я, кстати, здесь поленился. Например, еще можно, ну вот тоже, да, это такая, это ленивая зубная щетка, ну просто которая складывается. Соответственно, ее можно вот так пильнуть.
и она будет в 2 раза легче. Ну, нормально, кстати. Вот. Абсолютно нормально. А еще крутой вариант есть детские зубные щетки, которые одеваются на палец. У нее соотношение ручки к вот этой штуке вообще как бы супер. Ну, то есть у нее просто нет ручки, потому что вы ее на мизинец. Вот. Прикольная тема. Я как-то вот пару раз пробовал, но потом я их терял, потому что они мелкие, и просто обычно хожу вот с зубной щеткой, у которой просто отпилена ручка там. Это тоже нормально. Ну, в аптеке, либо вот у нас продается через вот. Потому что у нас каждый день спрашивают, мы устали и решили, что все. Они у нас теперь тоже есть. Вот. Ну, прям, ну, вот прям напротив кассы. Вот. Так, теперь, значит, что еще можно сделать? Вот сейчас это пустая штучка. Обычно вот сюда, в поход выходного дня, ну, обычно на соревнования, когда все-таки я чувствую, что либо там можно травм получить, либо еще что-то, я сюда насыпаю по 2 таблетки, там, любимых, которые, ну, там, ну, типа, там, от поноса, там, от головы, ну, вот. И вот это моя практически аптечка в сочетании с 2 бинтами. И, соответственно, например, вы берете там не целиковый блистер, а режете, ну, хотя бы там, оставляете столько, сколько вам нужно на предполагаемую длину мероприятия. Так. Теперь, что можно сделать со снаряжением, на котором обычно страшно экономить, а конкретно с альпинистским? Вот, и стоит ли вообще на нем экономить? Во-первых, точно есть варианты, которые при равной функциональности имеют разную массу. Но вот это сейчас... Ну, это вот самая легкая в мире каска. Она, причем, это уже, ну, старая версия, новая немножко тяжелее, потому что сюда добавили панель, чтобы она не царапалась. Она весит что-то 160 грамм, что ли. Вот. И при этом она, ну, совершенно функциональна. Тоже посмотрите. Вот. Я вообще впервые захотел легкую каску не в походе, а когда работал инструктором. Потому что ты целый день стоишь, смотришь вверх и страхуешь участника. Через 2 часа голова начинает адски болеть. Вот. Старая каска у меня весит 460 грамм, то есть в 3 раза больше. Соответственно, я в ней прям очень быстро приходил в негодность. В этой я целыми днями нормально... И то же самое соревнование, понятно, в походе она легче. Вот. Есть единственное ограничение, на нее нельзя вот так вот, наверное, наступать. Вот. Ну и на обычную поликарбонатную тоже лучше не надо. Вот. Дальше, на чем можно сильно сэкономить из специального снаряжения, это размер и качество карабинов. Вот. Сейчас. Это у меня такие. Оп. Ну, значит, очень популярно иметь один комплект на все. Вот. Здесь это автоматический карабин, который в основном для соревнований используется, либо для промальпа. И народ, особенно кто много занимается техникой горного туризма, бегает в соревнования, у него один комплект на все. Вот этот карабин в 1,5 раза тяжелее обычного с резьбовой муфтой. При той же абсолютной функциональности. Вот, соответственно, такой вот имеет смысл на соревнованиях для скорости. Таскать его с собой в поход, ну, довольно бессмысленно. Вот. Плюс часть карабинов, которые используются в походе, можно заменить вместо муфтованных, использовать оттяжечные карабины. Где это допустимо? Это допустимо точно в промежуточных точках страховки. Вот. Я, если что-нибудь непонятно говорю, я сейчас буду специальную тему, вы говорите, я поясню, не занимался этим никогда. То есть, если хорошо подумать, перед сложным маршрутом часть муфтованных карабинов можно заменять на оттяжечные. Сэкономить, ну, там, до полкило, 700 грамм на большую команду. Дальше часть карабинов может дублировать, ну, то есть использоваться, перещелкиваться в разные части в зависимости от того, как вы идете. Например, в большинстве случаев в походе вам одновременно не нужно 2 уса самостраховки. Очень редко мы двигаемся там, ну, то есть в походе там до 4-й категории сложности включительно, редко, когда мы проходим больше одной веревки за один раз. Соответственно, по сути, нам редко нужно 2 уса. Ну вот, это тоже можно, тоже можно активно применять, либо делать вот такую штуку. Обвязку намеренно не брал, чтобы сейчас в этом всем. Значит, вы берете, ну вот это 80-ка, берете на ней, делаете узел,
и щелкаете туда один карабин, у вас получается длинный ус, когда вы стоите на станции. И в тот же самый ус вы щелкаете второй карабин, который у вас, например, служит для спуска на вынесенном спусковом устройстве. Либо, опять же, имея физически один ус, вы имеете возможность. Двигаемся по перилам, потом эту штуку щелкнули в станцию. Да? Ну и так далее. Ну, то есть сюда вешается второй карабин, а усов остается физически один. Вполне себе нормальная штука. Это полный отстой на соревнованиях, потому что это, ну вот, очень медленно, макраме и так далее. И это совершенно нормально для походов там, за исключением каких-нибудь супер горных шестерок. Потому что, как правило, в горном походе мы там 95% времени идем, и только 5%, значит, там, имеем дела какие-то с альпинистским снаряжением. Вот. Дальше можно сэкономить на форме карабинов. Самый популярный карабин D-образный, и он же самый легкий. Вот. Тоже есть, и их можно геометрически уменьшать. Самые легкие муфтованные карабины сейчас весят порядка 50 грамм. И их вполне достаточно для любых задач, которые применяются там в горном туризме и, скажем так, рядовом альпинизме, без там стеновых каких-то восхождений. Вот. А кто когда-нибудь ходил в горный поход там выше трешки из присутствующих? Вот. А сколько раз вы накапливались на станции больше 3 человек? 0. А карабин вот такой и ЧМС вот такую грушевидную здоровую обязательно берут. Ну, то есть, соответственно. Или, например, берут на усы самостраховки большие грушевидные карабины, которые нафиг там не нужны, потому что число перестежек, ну, близится к 1 в походе, как правило. Вот. Дальше можно сэкономить на материале. Есть нейлоновые стропы, есть дайнимовые стропы. При равной прочности на разрыв они по массе могут отличаться втрое. Вот это вот 80-ка петля, соответственно, она, ну, то есть она вообще ничего не занимает. Если бы я взял такую нейлоновую, у меня просто нет уже нейлоновых, вот, она была бы, но она вот так вот не поместилась. Вот. Значит, где оправданно использовать такие штуки? Если у вас, ну и где вообще об этом стоит подумать? Например, если у вас много страховки, которая идет не на скальные крючья, а на рельеф, ну то есть где вы накидываете эти штуки, у вас на участника может быть несколько петель, соответственно, можно сильно сэкономить. Второй вариант, где вы изредка используете совсем эти точки страховки, и тогда их, ну как сказать, стойкость на абразив не так важна, тоже это можно заменить. Вот. И их же можно использовать как, ну, если я скажу как самостраховку, это неправильно, потому что, ну, как бы она не тянется, по идее нельзя как самостраховку использовать. Но как средство вот для спуска, там, позиционирования вполне себе. Вот. Но есть ситуации, когда замена, скажем, ну, вот такого формата карабинов на вот такой формат карабинов очень оправдана. И это соревнование, и это специфический вид деятельности, который в России только в Сочи есть. А так в Европе вообще там, это прохождение Виа Феррат. Это скальные маршруты, пробитые точками страховки, между которыми натянуты тросы. Ваша задача лезть и перещелкиваться все время, имея 2 уса вщелкнутых в одну линию. Там число перестежек доходит там, не знаю, до 1000 за там, 2 часа. Ну просто если у тебя будет маленький карабин, просто очень задалбывает перещелкиваться. Плюс этот карабин, например, открывается не вот так, он не открывается, он открывается нажатием на заднюю часть, она его разблокирует. Соответственно, я могу более физиологично его щелкивать. Здесь я делаю движение пальцем, да, вот. Здесь я не делаю никакого движения, я просто нажимаю, ну то есть в одно движение он открывается. Вот. То есть и вот такая штука, например, большинство с такими типа тяжелыми карабинами. Давайте тоже. Ну, а кто никогда таким не пользовался? Вот, да, никто не пользовался, скорее всего. Вот. Тоже посмотрите, как это выглядит. Такие же карабины, например, используют для промальпа. Скажем, для работы на там, вот кто работает на линии электропередач, на газовых там вышках всяких, на нефтепромыслах, там подобные карабины используются, только еще большего размера, чтобы можно было в крупные прутки вщелкиваться. Да, значит, всякого рода мелкие упаковки. Оп.
Вот. 1,5 литра, извините, 1 литр. Сюда помещается загранпаспорт, просто паспорт, пару кредитных карт и пауэрбанк, и все это в одной упаковке. Весит это, что-то не помню, там 30, меньше 30 грамм. Вот. А это типа, это не самая легкая герма. В самую легкую у меня упакована туалетная бумага. Потому что она не имеет острых граней, и как бы я злостно ее не упаковывал, она мне не порвет герму. То есть, например, Powerbank вот совсем тонкую герму может все-таки порвать. Вот. В принципе, сколько герм нужно на участника и вообще нужны ли они? Я обычно беру одну большую герму, куда в 30-ку мне влезает практически в последнее время вообще почти все. Вот. Ну, по крайней мере, спальник и спальный комплект, плюс там какой-то утеплитель, типа пуховка, сюда влезает. И там, беру отдельную герму под туалетную бумагу, потому что мы пару раз как-то имели счастье ее сушить, там вот это все, в общем, так себе. Ну и, соответственно, отдельная штука под документы. Нужен ли, например, ремешок? Ну, по удобству. Я обычно кладу в карман, и типа все нормально. Вот. Ну, не знаю, надо передать гермы? Ну, я думаю, что все представляете, что это такое. Вот. Соответственно, их тоже можно выбрать плотность материала, который будет отличаться в десятки раз. Чем агрессивнее герма и чем чаще она снаружи, тем она должна быть толще. Ну, то есть эти гермы никогда не бывают снаружи, поэтому они тонкие. И это, например, используется иногда для сплава весеннего, поэтому она, относительно толстая. Хотя... Да. Вот. Хотя вот эта герма, что-то она тоже там типа 70 грамм весит, но я ее очень злостно использую. Она у меня снаружи на санях зимой ездит, ну и так далее. Ей уже много лет. Вот. Так. Какие-то сейчас мысли. Вот. Теперь укрытие. То, в чем вы собираетесь, под чем вы собираетесь или в чем собираетесь спать. Так, петля нужна? Передать? Все. Есть как бы два момента. С одной стороны, палатка должна быть комфортной, с другой стороны, вы ее на себе носите. Вот. Чем больше несу и чем меньше сплю, тем она может быть легче, меньше, там, по-всякому. Где не имеет смысла никакого экономить на массе укрытия. Когда это укрытие обеспечивает безопасность вашей жизни. Например, в лыжном походе экономия сильная на массе палатки может привести к смерти, Где можно экономить и сделать это очень жестко на коротких мероприятиях, типа соревнования, либо там, где вы имеете возможность, либо где условия довольно мягкие. Вот. Например, мое любимое укрытие, оно же одежда, с которым я много чего хожу. Вот. Это пончо-тент. Вот. Он весит сам по себе 210 грамм, хотя написано 230. Ну, с оттяжками реально 230 грамм. Вот. Как бы все новое, хорошо забытое старое, это по сути плащ-палатка. Вот. Да. Вот. Кусок качественного силиконизированного нейлона с проклеенными швами. Вот. Сбоку кнопки. Соответственно, пончо. Ну, пончо, понятно. Вот. С капюшоном. Эта штука может браться в поход вместо куртки, если хорошо подумать. То есть, например, условно, летом в Крым можно не брать мембранную куртку, вы не воспользуетесь. А в случае сильного внезапного ливня накинете на себя эту штуку. Или, например, эту вещь можно не брать с собой мембранную куртку, типа летом в Альпы. Или скажем, велопоход какой-нибудь по Волгоградской области, да, летом. Ну, потому что просто климат позволяет этого не делать. Вот. Или наоборот, эта штука позволяет вам усилить основной комплект. То есть, когда совсем все плохо, одеваете это поверх мембраны, становится совсем хорошо. Типа Кольский полуостров осенью, Архыз, потому что он очень дождливый, ну и так далее. Вот. Значит, как это можно использовать и можно ли это использовать в качестве укрытия? Конечно, здесь сделаны оттяжки.
Вот. В разложенном виде эта штука 150 на 260. Оп. А можно я вас попрошу? Вот. Ну, да, да. То есть, если мы ее сделаем домиком, возьмите за центральную вот оттяжку. Вот. Да? То вот этого вполне себе достаточно для того, чтобы один человек в довольно мерзкую погоду мог спать. Вот, да, надо было бы сейчас... Ну ладно, сейчас потом в конце, когда будете задавать вопросы, я вам покажу фотографии. Если эта штука ставится методом пирамиды, то есть две грани закрепляются в пол, а из третьей делается такой треугольничек, то можно спать вообще в сильно мерзкую погоду. Я, например, брал вот эту штуку в Пиренеи, дважды на Кавказ, брал в Карелию. И я, в принципе, ну вот в Архизе, например, я даже в зоне, ну фактически на границе ледника спал в очень плохую погоду вот под этим укрытием, и все нормально. Какие у него есть минусы? Первое, надо уметь его ставить. То есть, если вы внезапно оказались с пончо-тентом посредине альпийских лугов в плохую погоду, шансов вымокнуть масса. То есть надо уметь это делать. Второй минус, если вы постоянно переносите на нем оттяжки, которые используются для установки, то вы в случае дождя и использования его как одежды превращаетесь в гирлянду. На вас это все висит и очень сильно мешается. Поэтому есть старая индейская техника, как крепятся оттяжки. Оттяжки не ввязываются, значит, берется оттяжка, на ней вяжется обычный дубовый узел. И присоединяется он к пончо-тенту только в момент постановки методом петля в петлю. Оп. В принципе, у меня все оттяжки на всех тентах так крепятся. Ну вот. Если она мне не нужна, или я хочу удлинить, например, нарастить, сделать вторую оттяжку, в смысле, приделать вторую оттяжку к основной, я также ее методом петля в петлю наращиваю. Соответственно, в зоне леса можно сделать одни укрытия, выше другие, используя одинаковый набор оттяжек. Их нужно 6 штук по 1,5 метра. Вот. Соответственно, эти у меня обычно едут в кармане рюкзака. Пончо-тент, ну, там тоже в кармане рюкзака. Вот. Соответственно, это все можно отдельно использовать. Часто сейчас я специально снял, вот я оставляю вот здесь оттяжки, которые на плечах, потому что они мне не мешают в движении. Единственный конкретный минус пончо-тент, не то что конкретно, есть такой минус, его невозможно использовать с гамаком. А можно еще раз вас попросить? Вот это довольно короткий гамак, точно не самый длинный. И вот видно, что пончо-тент, он не то чтобы короче, но от дождя он вас не защитит в гамаке. Вот. Это вот, да, просто многие тоже такой популярный вопрос там на форумах, можно ли пончо-тент использовать с гамаком. Плохо получается. Вот этому пончо-тенту где-то 6 лет. Вот. Он, несмотря на то, что сделан из тонкой ткани, просто нормальная. Вот эта кордура, она очень долго живет, можно очень долго его агрессивно использовать. Передать? Да? Да, сейчас давайте. Оп. Вот. Кстати, его можно брать без чехла тоже. Да. Вот. Так. Теперь, как можно сэкономить массу, используя классическую палатку? Вот. Значит, во-первых, можно выбрать легкую палатку, в принципе, сразу. Если мы, сейчас миллиард разных палаток, они концептуально все делаются... На чем можно сэкономить? Производитель на чем экономит? На используемой ткани тоже два варианта. Либо это полиэстер, либо нейлон. Нейлон легче, полиэстер тяжелее. В смысле, когда делают одинаковой прочности. Дальше можно обработать полиуретаном, можно обработать силиконом. Полиуретаном получится тяжело, дешево, но и можно проклеить швы, очень сильно герметизировать. Силиконом дорого, легко, и нужно делать специальные швы. Поэтому, как правило, используют вообще комбинацию. Вот, например, вот эти палатки, Бегагнес или МСР, используют комбинацию. Снаружи они силиконовые, а внутри полиуретановые. То есть их можно клеить, но они достаточно легкие. Вот. Значит, сейчас... я надеялся ее где-нибудь поставить.
Ну, сейчас, ладно, может влезть. Вот. Короче говоря, есть ситуация, когда нам нужна защита от дождя, но не нужна защита от комаров. Тогда мы можем не брать с собой внутренник от палатки. Вот. Возникает вопрос, как бы ее так поставить, если она каркасная. Вот. Для этих дел вообще изначально придуман был, ну, по-английски footprint, ну, типа дополнительный пол для палатки. Изначально был придуман для того, чтобы реже стирать внутреннюю палатку и чтобы защитить палатку от износа на камнях. Просто кусочек ткани и все. Многие спас-одеяло, например, подкладывают под палатку, и все отлично. Вот. Потом уже придумали, что можно использовать футпринт как основу для постановки палатки. То есть убрать внутренник, да, убрать треть массы палатки, оставить только тент и футпринт. Я думаю, что сейчас это однушка, надеюсь, она здесь встанет. Да, точняк. Всё, да, встанет, отлично. Опа. Вот. Значит, пока ставлю тоже еще на чем экономит. А? Она не прямоугольная, совершенно верно. На геометрии. В плечах мы шире, в ногах хуже. Вот, редко наоборот. Вот. Соответственно, можно сэкономить массу палатки, просто не делая ее квадратной. Что вполне, в общем, оправдано. Вот. Квадратными, как правило, делают либо кемпинговые палатки, либо экспедиционные, когда вы в ней живете месяц. Вот. Дальше это материал каркаса. Большинство, ну, все хорошие палатки сделаны либо из алюминия, каркас, либо сейчас еще любят из карбона. Карбон это как бы... ну да, вот по мне это уже как бы немножко... Ну, есть снаряжение, которое немножко находится на грани маразма по облегчению. Вот мне кажется, карбон это где-то там. Вот. Хотя получается очень круто. Вот. Вот. Сейчас, извините, я к вам некоторое время спиной буду находиться. Ага. Вот. Опаньки, спасибо. Вот, значит, есть гениальное изобретение, называется хабовая конструкция. То есть вот у нас полноценная палатка, ну, точнее ее каркас, которая здесь имеет, ну, здесь фактически 3 дуги, переделаны в одну. Так бы у нас было 2 полноценных длинных, обладали бы 2 пересечениями. Так мы сделали 2 буквы У, 2 Y, убрали значительную часть палатки, в смысле каркас. Плюс, например, нам нужна была бы 3-я полноценная, да, ну, там, где она не нужна, из пола в пол, ставят полудугу. Поможете мне? Просто в уголке, вот там. Футпринт кому-то в комплекте, кому-то отдельно. Зависит от модели. Оп. Да, можно вообще палатку не ставить. Да? Просто на коврике лечь. Вот. Ну, то есть видно, да? То есть каркас вот у нас типа стоит. Соответственно, внутренняя палатка для установки уже не нужна. Вот. На эту комбинацию мы сейчас накинем тент и получим большое укрытие, достаточное для защиты от дождя и сильного ветра, но не защищающее нас от комаров. Вот. Угу. Да. А? Да. Соответственно, все плохо, каменистая почва, отвратная погода. Берем и футпринт, и внутренник. Хорошая погода. Сейчас. Да. Хорошая погода, нет комаров, что редко бывает в нашей полосе. Вот. Тем не менее. Все. Да. Ой. Личное, да? Вот. По тому, как подобрана вот технологическая карта, то есть вот по подбору материалов, то, как это сшито, по геометрии, по итоговой массе, по количеству функций, мне лично Big Agnes нравится намного больше. Вот. Но, как бы, возможно, я ошибаюсь. Вот.
только, да, наоборот. Там как раз специально сделано разного цвета оттяжки. Оп. Вот так. Все, отпускайте. Так. Сейчас, момент. Вот. Вообще, конечно, ну вот я из современных палаток с учетом, без учета цены, ну, мне вот больше нравится вот по, как бы, по эффекту, как это собрано, мне Big Agnes нравится больше. Вот. Опять же, например, просто это еще не совсем корректно, у МСР нет палаток такого класса, которые есть у Big Agnes, и наоборот. То есть, например, у Big Agnes есть серия Crazy Light, но хабу правильно сравнивать с Купером, с Куперспуром. Куперспур значительно легче, он, ну как сказать, по прочности, там, ветроустойчивости он хабе не уступает. Вот. И мне, честно говоря, больше нравится вот именно подбор мелких деталей, вот как она физически сделана. Но, говорю, это большинство думает наоборот. Большинство. Нет, опять же, это вариант укрытия, когда нам не нужна защита от комаров. Вот. Причем, смотрите, это однушка. Да? Соответственно, если мы ее растянем и захотим участвовать, там, не знаю, в бревете велосипедном с ночевкой или побежим весной ММБ, то мы можем сюда залезть вдвоем и вообще не иметь никакого дискомфорта. Вот. Сейчас давайте я входом к вам поставлю, чтобы можно было оценить внутренний объем. Так. Вот. Я лично сейчас владею одной палаткой, у меня Хилиберг Керон 3JT. Вот. Ну, то есть прям... Но это у меня для экспедиции и для семейного туризма. А дальше пончтенд. Как вам где-то такие радикальные варианты. Оп. Вот сейчас мы убрали фактически третью часть массы и без того легкой палатки. Ну, то есть, для одного тут вообще куча места, сюда там влезет, не знаю, там чуть ли не 100-литровый рюкзак, хотя это будет странно при такой легкой палатке. Ну, в общем, да. То есть, это вот вариант... Нет, ну опять же, ну то есть, понятно, что если мы собрались в Амазонии там в июле, то это плохая затея. Вот. При желании, например, летом в Крым можно не брать на... Ну, я бы все равно взял, ну, в смысле, можно, грубо говоря, иногда не ставить, использовать только внутренник. Но таких ситуаций, мне кажется, все-таки меньше. Оп. Вот. И есть ситуации с укрытиями, когда... использование гамака намного более оправданно, чем использование любого типа палатки. Вот, кто хоть раз в жизни ночевал в гамаке? О, отлично. Вот. Сейчас этот клуб сейчас разрастается потихоньку, если наблюдаете за этим. А? Да, да. Вообще, на самом деле, так, если, как сказать, взять по-крупному, то исторически примерно 15% населения Земли вообще никогда не спало на кровати, а только в гамаке. В том числе в Латинской Америке. Вот. В российских реалиях, где хорошо иметь гамак вместо палатки, это походы малой группой по Карелии. Вам абсолютно все равно, какого качества остров, на котором вы встанете. То есть вообще в чем как бы затея гамака. Первое. Абсолютно одинаковое качество ночевки, независимо от того, что творится под ногами. То есть вы сами регулируете степень натяжения кровати, да, грубо говоря. Внизу может быть там, не знаю, курумник, болото, там, змеи, что хотите. И при этом вам все равно, ну, то есть все равно хорошо. Вторая фишка гамака, его можно поставить на очень сложном рельефе. То есть на, ну, понятно,
классика скальных стеновых восхождений раньше, да и сейчас тоже, брали гамаки. Это, конечно, радикальный вариант, но тем не менее. Например, очень удобно брать гамак в районы, где большие переходы дневные, и не очевидно, где ты встанешь. Ну, то есть, в принципе, например, это Северо-Западный Кавказ. Там есть много мест, где круто ночевать, но там вот такой склон. Гамаку это вообще никакого значения не имеет. Дальше, в гамаке никогда не бывает конденсатов. Ну, потому что абсолютно вентилируемая система со всех сторон. Вот. Но для этого есть москитная сетка. Не, для этого есть просто москитная сетка. Вот. Соответственно, гамак без москитки можно использовать там, где нет комаров, с москиткой. Логично там, где они есть. Вот. Несколько, давайте, так сказать, экскурс, как это вообще все работает и как все делается. При правильном, значит, для начала, как это все правильно вешается. Сейчас. Оп. Хорошо, когда своя снаряга, можно ее пинать. Оп. Для начала гамак всегда вешается примерно, ну то есть если мы возьмем линию горизонта, и вот этот угол должен быть примерно 30 градусов. Значит, почему именно так? Тогда мы в гамаке можем лечь не в стиле банана, да, ну то есть сейчас видно, что у меня неровная спина. И естественно, если мы так будем спать, все будет болеть. А мы имеем возможность в гамаке лечь по диагонали. И сейчас у меня прямая спина, и утром я встану вообще очень бодрый. Вот давайте вот так. Вот. Соответственно, если я гамак натяну в струну, у меня нет шансов лечь по диагонали, а еще вы будете лежать вот в такой позе, типа Тутанхамон, потому что у вас у вас ткань сбоку сдавливает. Но почему-то вот там, не знаю, любители там выживания и камуфляжа часто его натягивают в струну, не знаю. Может, ребятам нормально. Но вообще, в принципе, все человечество делает по-другому. Вот. Следующая штука. Значит, гамак должен быть достаточно широким. Вот это, на гамаке часто пишет сингл и дабл. Типа одноместный, двухместный. Но на самом деле двухместный, это в нем прикольно вдвоем поваляться, но спать вдвоем все равно плохо. В любом гамаке, какой бы большой он ни был. Вот это типа дабл. Вот. Если мы попробуем, сейчас я вам покажу, да. Для сравнения ультралегкий одноместный, то могу сразу сказать, что он хорош в качестве замены кемпингового стула, но на нем может ночевать либо хрупкая девушка, либо какой-нибудь, либо ребенок. Потому что его длина и ширина недостаточны для нормальной ночевки. Но вот, во-первых, сразу видно, что он короче. Пусть будет сюда. Оп. Сейчас. Вот. Да, так нормально. Вот. Видно, да, что он уже. Вот. Я, например, точно знаю, что по диагонали я в нем не лягу. То есть... если очень захочу, наверное, все-таки да. Но спать я так смогу недолго. Вот, да, я сейчас вижу, что многие сомневаются, не порву ли я его. Типа, нет, не порву. Вот, значит, вот этот гамак, у него предел прочности 140 килограмм. Я значительно легче пока. Вот. Соответственно, предыдущий держит 220. Вот, в нем реально два таких, как я, мы в нем раскачивались, там, дурака валяли, все нормально. Вот, значит, что еще? В гамачной системе все должно не тянуться. То есть сам гамак не должен тянуться, система навески не должна тянуться, и тент по основе не должен тянуться. Тогда, как вы его повесили, легли, так в этом же положении вы проснулись. Если что-то тянется, получается плохо. Вот. По этой же причине не очень хорошо его весишь на репшнур обычный. Что репшнур, как раз в него заложен какой-то коэффициент растяжения. Вот. Обычно применяется два способа, самых популярных. Либо вот такие стропы, они очень дубовые,
довольно тяжелые, 300 грамм, вот две весят вместе. Вот этим стропом, что-то, не помню, 4, по-моему, года или больше. Вот, если подойти, они так прям конкретно костром пахнут. Но их можно вешать на все что угодно. На бетонный столб, там, не знаю, на обгоревшее дерево, на скалы я их вешал, все нормально. Вот. Либо применяется второй вариант. Он, пожалуй, даже сейчас несколько более популярен в продвинутом гамачном сообществе. Ну, я не знаю, как это называется по-русски, нет слова. По-английски называется Whoopee Sling. Да? Это регулируемая петля. Вот. Сейчас давайте я... Оп. Значит, это материал дайнима тоже. Одна из разновидностей дайнима, которая вплетена сама в себя. Сейчас тоже передам, сможете посмотреть. Без нагрузки она регулируется по длине, под нагрузкой не регулируется по длине. Потом захотел покороче, нагрузил, она опять стала такая же. Вот. Вот эта штучка сама по себе весит что-то там, типа 20 грамм, что ли. Вот. Ее всегда используют в комбинации с протектором, чтобы не убивать деревья. Вот. То есть вот эта штучка, если сюда ляжет человек, но просто она въедается в кору, деревья этого не любят. По этой же причине все стропы делают 2,5 сантиметра, а в США, например, в национальных парках в некоторых запрещено вешать гамак на стропы уже, чем 50 миллиметров, то есть 2 дюйма. Вот. Значит, как эта штучка крепится и как это все работает. Сейчас заодно покажу, что она реально держит. Потому что я думаю, что многие еще сомневаются. У меня вот эта самоделка, вот, самоплетенная. Это я делал, когда в России этого еще не было. Значит, вяжется узел, который называется калмыцкий, или его сейчас легче найти как hammock knot, гамачный узел. Внутрь, под себя, и серединку заправляем. Оп. Типа затянулась, не ползет. Потом под нагрузкой можно... Сейчас, только система сползает. Она спокойно развязывается. Вот. Понятно, что это все не должно затягиваться. Еще раз, да? Бежал. Трынь. Оп. Чем аккуратнее завязываем, тем легче развязывается. Так. Вот. Соответственно, под нагрузкой потом все развязывается. Вот. Есть один минус. В США этот способ не очень популярен, потому что там популярное массовое прохождение троп, и куча народу в одном месте. Все с вечера выпили пивка и начинают друг у друга это выдергивать. Вот. Не, серьезно, как бы это абсолютно. Поэтому там другой способ несколько популярен, но тоже покажем. Вот. Оп. Значит, это идет регулируемая часть к гамаку. Сейчас, да. Надеюсь, что и здесь мне хватит длины, чтобы показать, что это работает. Да, хватит. Оп. Ну как, держит, да, очевидно. Потом я ее также спокойно удлиняю. Также спокойно укорачиваю. Ну, то есть держит. Все нормально. Вот эта штучка синяя держит на разрыв 800 килограмм. Ну, то есть можно развлекаться вообще без ограничений. Вот. Еще есть тут такая штучка. Вообще по уму здесь должна быть бусина. Но я когда это плел, забыл про бусину. Но сюда просто веревочку вязал для того, чтобы когда вы ее в крайнее положение регулируете, она не всосалась сама в себя и не испортилась. Вот. Они, соответственно, есть фабричные, нормально сделанные, как бы прямыми руками. Это называется Whoopee, ну, Whoopee Sling, короче, да. WHOOPIE. Вот, Whoopee. По-русски
Вообще эта штука активно используется в арбористике, в обрезке деревьев для всяких регулируемых самостраховок и подтяжек легких грузов. Да. Ну, стропу могу передавать или она не нужна? Ну, как бы, стропа. Вот, держите веревочку. Опа, всем нравится обычно. Вот. Причем, смотрите, тоже, вот эта силовая стропа альпинистская, можно поставить стропу полегче. Они, ну, давайте тоже так, для сравнения, посмотрите. Они равной длины, но по массе очень сильно отличаются. Вот. А есть то же самое, сделанное прямыми руками, уже как бы готовый комплект. И там еще, кстати, не требуется узел. То же самое. Сейчас передам фабричное изделие. Отличается тем, что нет узла, один конец зашит. Соответственно, она сама в себя заправляется. Вот. И здесь сделан очень прикольный элемент, который тоже сейчас покажу. Я сейчас даже на ультралегком гамаке, да, здесь стоит карабинчик. А есть типа радикально легкие гамаки, в которых и карабинчика тоже нет. Вот. Вот. Я его потом аккуратно упакую и передам. Вот. Здесь вместо карабинчика используется кусочек этого же материала, в который вплетена пуговица. А здесь, в ответной части, сделано фиксированное ушко. Соответственно, мы в ушко заправляем пуговицу, и все случается. Все держится. Вот. Здесь, правда, сама веревка толще, но как бы... Вот. Вот. Соответственно, вот все. Система регулируется, она такой же длины. Все то же самое. Сейчас и то, и другое передам, сможете посмотреть. Еще бирочку можно потом отрезать. Тут написано Connect Hammock Here. Типа, да, гамак щелкать сюда. Вот. Не-а. Любая из них не сползет. Вот у меня есть и такая, и такая. Я чаще, ну вот, если в числе раз я такой беру и в парк, и все там. Иногда беру в поход выходного дня, когда мы там, ну просто, неважно сколько это весит. Такой беру чуть реже. Вот, так. Или давайте в другой конец тогда. Держите. Это тоже вупи. Вот. А это... Ну, вот это, кстати, ультралегкий гамак, но пошире. Вот в этом уже можно вполне большому дяде спать. Весят что-то 140 грамм. Типа сникерс. Вот. Вот. Если все это планируется использовать в комарином районе, берется гамак с москитной сеткой. Все то же самое, к нему просто пришита москитка. Вот. Так. Все. Сейчас. Держите. Grand Trunk Skita Beta XT. Вот. Да. Ну, то есть, там есть еще полегче, но вот этот вариант, мне кажется, отличный. У меня Skita Beta Pro, которая старая версия, сейчас современная, на 150 грамм легче и еще с полочкой сверху под снарягу. Очень, очень хорошо. Ну, есть такое заблуждение, кстати, которое приводит к тому, что народ потом из гамака не может встать с кривой спиной. Это то, что типа в гамаке не холодно. Ну, типа земли не касаешься, это не холодно, а воздух как бы якобы не холодный. Вот. На самом деле, к сожалению, касаешься и, ну, довольно холодно. Вот. Поэтому есть два варианта. Можно либо внутрь положить обычную стандартную пенку. Плюс в чем? Можно при желании потом поспать на земле. Ну, например, вы идете комбинированный маршрут, где и есть деревья, и нет деревьев. Вот. Но вообще нормальный вариант — это использование тоже, ну, короче, утепляющая подстежка. По-английски это называется underquilt, то есть как бы одеяло снизу. Вот в чем фишка? Как бы я ни повернулся внутри системы, мне всегда тепло. Ну, то есть... Оп. О, отлично. Ну, то есть вот, да? Я сейчас и ноги, и голова у меня лежат на утеплителе. Как бы я ни лег, не сел там, не знаю,
мне в нем всегда будет тепло. А именно в какой последовательности? Нога у нас Сверху? Ну, то есть это замена коврика. А почему снаружи? Потому что если бы вложить его внутрь гамака, сомнется утеплитель и все. Да. Соответственно, это, грубо говоря, ну, такой внешний кокон. Вот. Покажите, пожалуйста, как может это выглядеть с москитной сеткой. Да, вот я как раз... А, ну вот, собственно, с москитной сеткой. А она пришита. Просто пришита, да. Вы туда ложитесь и какую-то одну сторону застегиваете на молнию? Да. Ну, тут, надеюсь, видно, да, что вот тело гамака, коричневая полоска, к нему наглухо пришита москитка. На ней молния с одной стороны. Расстегнул, залез, оп, вот. А вот здесь это зимняя подстежка. Вот. Да, ну, как-то так. Вот. И укрытие тоже можно, используя простой тент, когда нет комаров. Под тентом 3х3 массой там 450 грамм можно ночевать втроем. Вот. У меня два тента, ну этот веселенький, ну, как сказать, размеры у них геометрически одинаковые. Это полиуретановый, это силиконовый. Потрогайте. Вот. Они отличаются процентов на 30-40 по массе. Вот. Соответственно, если... Насколько хорошо можно использовать отдельно тент... А там прям ценники на них есть. А вот, кстати, еще хорошо видно, как гамак с москиткой выглядит. Вот, кстати, прикольный вариант. У меня детеныш часто в нем спит днем. Ну, то есть это укачал, и комары его тоже не кусают. Вот. Так, сейчас покажу. Ну вот, например, да. Тент 3х3, поставленный полупирамидой, вполне себе можно зимой вдвоем там под ним ночевать и как бы не испытывать особого дискомфорта. Вот. Я там несколько раз за этот месяц проводил этот мастер-класс по тентам, но тут, к сожалению, нужны деревья и грунт. Не смогу сейчас показать. Все равно так непонятно. Вот. Так. И последнее. Значит, как сделать так, чтобы в гамаке не мокнуть? Во-первых, тент должен быть длиннее гамака, очевидно. Вот. А еще делается такая фишка на... Нет? Для того, чтобы... Ну, теоретически, может быть настолько злой ливень, что по стропам начнет литься вода и заливаться прямо к вам в кровать. Вот. Чтобы этого не происходило, сюда навязывают какую-нибудь мягкую ленточку или кусочек самой фиговой веревки размочальной, которую вы найдете. Соответственно, возникает капиллярный эффект, она начинает напитываться, и это все стекает вниз. Это не боевой гамак, это отдыхательный, поэтому на нем это не навязано. Мне ни разу не удалось пока даже самый сильный ливень испытать вот этот эффект, чтобы что-то куда-то текло. Плюс обычно карабин либо пуговица, которая здесь стоит, она является дополнительным препятствием. Вот. Соответственно, вопрос, сколько весит гамак плюс тент, плюс навеска. Вот моя система весит 200 кг. При том, что у меня полиуретановый тент и очень длинный гамакс. То есть, если поменять мою модель на современную, а тент взять силиконовый, то это будет на 300 грамм легче. Получится ультралегкая одноместная палатка, только большей площади. Время установки, не знаю, там 5 минут. Вот. Причем тоже есть сейчас, ну это вот тоже надо показывать в большом объеме. В общем, смысл в том, что тент можно устанавливать не имея 6 оттяжек, а имея коньковую веревку одну, натянутую, да, которая вешается между деревьями. А по ней тент двигается на узлах прусика. Непонятно сейчас, да, наверное, объяснил совсем. Я вроде про все, что собирался из тонкостей. Вот. Рифленые пенки, не рифленые. Сейчас, секундочку. Да, коврики. Понятно, что сейчас
Ну, существует как минимум два варианта, да, это пенки, собственно, ну, из пеноматериала, понятно, либо надувные самонадувающиеся. Надувные самонадувающиеся всегда теплее, всегда комфортнее, всегда меньше в упаковочном объеме. Есть два минуса: стоимость и возможность их механически разрушить. Пенку, как бы вы ее там ходили по ней в кошках, там, тушили об нее угли, ничего не будет. Ну, то есть она не потеряет своих свойств. Когда пользоваться пенкой, когда пользоваться не пенкой. Пенкой пользоваться всегда, когда вы сомневаетесь в том, что вы можете разрушить ваш коврик. Например, там длительные зимние какие-то экспедиции, обязательно всегда берется пенка. Это альпинистские восхождения, когда эта штука, например, снаружи едет на вас куда-нибудь, там, на пик Ленина, там, не знаю. Вот. И это всегда прокат, детские команды и турклубы по причине того, что, ну, практически с пенкой ничего нельзя сделать. Вот. Дальше пенки отличаются тем, как они сделаны. Есть принципиально три варианта изготовления пенки. Вот. Ну, я так утрирую. Это закрытые ячеистые, открытые ячеистые и закрытые ячеистые, вспененные азотом. Вот. Значит, как это, что это физически, значит, как это выглядит? Есть такая огромная бассейн, в который заливается полиэтиленовая основа, которая потом вспенивается каким-либо способом. Если она вспенивается в вакуумном, ну, то есть закрывают ванну сверху крышкой, и туда нагнетается давление, то соседние пузырьки между собой не пересекаются. У вас получается губка, где нет пересечения пор. Соответственно, в чем фишка? Не впитывается вода, потому что нет пор, теплее и несколько прочнее, но дороже в изготовлении. Поэтому, например, все ижевские пенки сделаны не закрытые ячеистыми. Вот, потому что, по сути, это строительный утеплитель. Дальше есть вариант, когда то же самое, значит, открытая камера, тогда, соответственно, пузырьки пересекаются, но значительно дешевле. И либо вакуумная, когда пузырьки не пересекаются, но туда нагнетается давление и еще впрыскивается, ну, в виде газа азот. Азот обладает офигенно низкой теплопроводностью, даже по сравнению с воздухом, и не добавляет, ну, практически нисколько массы системе. И получается материал, который называется эвоазот. То есть это эво-этилвинилацетат, вспененный азотом. Вот. Из этого делают вставки, например, в колени для всякого там военного спасательного снаряжения. Из него делают рыболовные всякие штуки, охотничьи. И из него делают коврики для армейского использования и делают туристические ковры. Например, фирма Cyrex делает из азота ковры. Вот модель Тундра и Тибет, можно их пойти пощупать, они у нас тоже, собственно, представлены. Вот. Дальше, рифленая пенка и плоская пенка. В чем фишка рифленой пенки? Снижение массы. И второе, ну типа, да, между зубчиками есть воздух, который тоже теплоизолирует. С одной стороны, это правда. С другой стороны, не очень, потому что сбоку это частично может продуваться. Поэтому в целом получается, что, например, ковры рифленые обладают заявленным коэффициентом теплоизоляции чуть выше, чем такая же нерифленая. Физически часто нет особой разницы, вот, когда пользователь лег на него. Вот. Как понять, какой ковер теплее, какой холоднее? На них есть показатель, который называется air value. Да, это коэффициент термического сопротивления. Ну, короче, степень теплости. Чем больше цифра, тем теплее ковер. Ковер меньше, air value меньше, чем 1, только для лета. От 1 до 2,5, в зависимости от мерзлявости, трехсезонка. Выше 3,2 зима, высотная экспедиция. Вот. Вот этот вот серебряный товарищ, это Торморесовский Ridge Solar, имеет air value что-то 3,6, по-моему. Я с ним хожу зимой на лыжах. И не уверен, кстати, что. Они то пропадают, то появляются. Это связано с тем, что, во-первых, у нас... Ну, ладно, короче, они периодически кончаются и приезжают заново. Вот. Потому что очень большой спрос на них. Вот. Часто мы не успеваем привезти новые, пока не кончились старые. Вот. Соответственно, какого она должна быть размера? Стандартная пенка западная шириной 50-55 сантиметров. То есть это меньше ширины плеч любого из присутствующих. Но в принципе этого достаточно для спортивных походов.
Зимние пенки, вот, например, вот эта модель раньше была шириной 55, потом перестали ее производить в этой ширине, сейчас делают только больше 60. Вот. Соответственно, чем шире, тем лучше, да, комфортнее, теплее, но тем она тяжелее. Вот. Радикальный вариант, берем пенку теплую, ну или там средне теплую, меряем расстояние от плеча до под колено и режем пенку. И получаем, ну, как бы основную зону потери тепла. У нас утеплена пенкой под ноги ковер, под голову там флиску. Сколько так можно ходить? Можно долго. Зимой так себе, в остальное время в принципе. Или, например, берем ультратонкую пенку, миллиметровку, полноразмерную, а под корпус режем себе из толстой пенки кусок, получаем комбинацию с, ну, как бы значительно легче экспедиционной пенки, но при этом довольно комфортная. Вот. Вот так. Еще можно, например, там использовать для, там, в качестве комбинации для ночевки, там, подкладывать рюкзак под корпус, а на остальную часть, значит, подкладывать пенку. Я так раньше много делал, больше что-то не хочу, при том, что это сильно легче. Но, короче, мне показалось, что все-таки это вот для меня это слишком. Вот. Я сейчас, к сожалению, ну вот на сайте смогу показать, а физически сейчас не смогу показать. Пенка с R-value 1,4, то есть в 1,5 раза теплее Ижевки, и массой 160 грамм. Они у нас сейчас есть живьем. Вот я с ней там много чего сходил. Вот сейчас просто одолжил друзьям на выходные попробовать, как оно. Вот. Так, еще? А про рюкзаки что скажете? Во-первых, почему рюкзаков море? Вообще, да, у нас там типа 1380 моделей сейчас. Потому что масса вариантов, как, ну, размеров, там, бедер, высоты, тролливали. Дальше количество объемов, да, и количество задач, под которые люди реально используют этот рюкзак. То есть, например, вот этот рюкзак, он рассчитан на прохождение длинных, ну, сверхдлинных маршрутов пеших по маркированным тропам, но с ним что только не ходит. Вот это при 45 литрах и каркасе с вентилируемой спиной весит меньше 900 грамм. Вот. Но, например, опять же, да, то есть если дать его человеку, который не умеет, ну, точнее, не имеет опыта работы со снаряжением, и снаряжение недостаточно легкое, то есть он туда, не знаю, кинет 3 баклажки воды, там, еще что-нибудь такое, во-первых, это там не будет влезать, во-вторых, скорее всего, человек, ну, ультралегкое снаряжение, как правило, легче уничтожить, чем классическое. Вот. Соответственно, такой есть вопрос всегда, какой рюкзак самый лучший? Тот, который идеально сел на вас. Вот и все. То есть надо брать рюкзак и мерить его. То есть вот самое популярное сейчас в мире, точно, и в России, пожалуй, тоже это Osprey. Но вот я, например, так и не смог себе, ну, то есть на меня ничего не село. Это тоже как бы, то есть боевой рюкзак, но не мой. Вот, тоже я его брал попробовать. Он прикольный, но вот на меня он не садится. Вот. Плюс бывают бескаркасные рюкзаки. Они сильно легче, но надо уметь складывать рюкзак. Вот. Сейчас на 1000 каркасных рюкзаков попадается 5-6 бескаркасных. Вот. У нас их реально в магазине штук 5. Именно потому, что все, сейчас такая тенденция, что есть деньги у людей, но нет времени. То есть люди готовы компенсировать недостаток опыта более хитроумным снаряжением. Это неплохо и, наверное, почему бы и нет. Вот. Соответственно, тоже спина либо вентилируемая, либо классическая, да. Вентилируемая хороша для жаркого лета и близко к этому, и совершенно практически неприменима зимой. Потому что сюда имеет свойство набиваться снег, образовывать, точка росы прямо на спине находится. Вот. Соответственно, большинство моделей имеет, обычную спину, не вентилируемую, как, собственно, просто. Вот. Причем вот этот альпинистский рюкзак, тут, например, еще нет ничего, что могло бы впитывать. То есть это просто здесь просто ткань. Абсолютно ничего не впитывает. Но также такая концепция хороша для леса и для лесотундры, потому что шишки, вот эта вся ерунда, которая, например, вот сюда набивается, просто уроните его на сосновую подстилку. А еще, если он бескаркасный, наступите на него, и потом полгода будете оттуда пинцетом выдергивать сосенки. Здесь ничего не будет. Вот. Соответственно, любая снаряга — это какой-то компромисс. Вот, то есть надо выбирать первый объем, да, сколько вам реально нужно, как вы его используете. Дальше
мерить несколько моделей и понимать, нужна ли вам вентилируемая спина или нет, в зависимости от формата мероприятия. Ну и, кстати, да, типа, рюкзак живет намного... Ну, рюкзаки, как правило, туристами приобретаются не по факту износа, а по факту смены, как бы, сознания, парадигмы, да. Типа, хочу рюкзак для чего-то. Вот. То есть у меня вот мой первый рюкзак, купленный 19 лет назад, до сих пор жив, я его отдал в турклуб, и в нем ездит байдарка до сих пор. Вот. То есть он не разрушился еще до сих пор. Ну, вот так. Потому что, ну, это очень общая вещь, а там есть как вот там. Поконкретнее я с удовольствием тоже расскажу. Да. Понч-тент. Да, понч-тент. Ага. Нет, не течет, а понч-тент сейчас... Ну, с вашего позволения не буду его сейчас застегивать. Да? Ну, типа, совершенно не мокнет и совершенно не дышит. Ну да, да. Ну, понятно, что рукава. Ну, то есть, если все плохо, я обычно просто руки разбираю. Тогда. Вот. Плюс, например, он дальше широкий. Вот, поэтому... Сейчас все-таки две... Да, небольшой рюкзак. Ну как, сюда вот 45-й рюкзак, под него влезает вполне адекватно. Вот, то есть, например, если мне нужно убрать лишний объем для ходьбы, я просто беру его и посерединке как халат подстегиваю. Оп. Ну, понятно, там тройку Б альпинистскую так не лазит, но как бы двигаться можно. Вот. Либо, соответственно, одну из оттяжек, которая к нему привязана, я использую как пояс. И вот так. С этим? Ну, да, типа, не реже, чем раз в месяц я с ним хожу. А? Ну, вот это... Вот я его купил через... Ну, мне кажется, через месяц, что ли, работать с этим. Я вот работаю почти 6 лет. Ну, тут ему 5... Ну, зависит от куртки. И насколько агрессивно ее использовать, да. Да. Не нормально, потому что это одевается поверх рюкзака. Ну, то есть, нет, например, есть же пончо, опять же, это вот такой геометрии, есть пончо такие с горбом, называется пончо плюс. И из него укрытие как бы проблематично делать, но он рассчитан на отвратную погоду с большим рюкзаком. Вот Татонка делает, например, он так называется пончо плюс. Вот. Тогда да, хорошо. Ну, вот давайте, если интересно, я сейчас набью 45-й рюкзак и одену. Да, надо? Вот, ну, то есть... еще, кстати, он бывает в ногах путается, поэтому сзади здесь вот сделана утяжка. Ну, то есть, чтобы сзади полок. А? Да, наверное, можно, да. Ну, как угодно. А еще бывают пончо... Можно. А еще есть прикольная штука, сейчас я с вашего позволения сниму, жарко. Есть тоже панк-вариант снаряжения, когда у вас, ну, хочется, пончо, понятно, защищает, да, до середины бедра. Берется ткань без выкроя, ну, просто вот там, по-моему, 2 метра. И из нее делается дождевая юбка. Сейчас, ну, у меня была дождевая юбка, я не впечатлился, честно говоря. Сейчас. Это дождевой саронг. То есть просто берется любой кусок ткани. Кстати, стандартный тоже есть. Вот, но она единственная должна быть не 1,5 метра. Нет, не получится сейчас. Надо заморачиваться. Ну, короче, понятная идея, да, у вас юбка солнца из силиконки. В сочетании с пончо-тентом. Так тоже делают. Это как бы выглядит странно, функциональность неоднозначна, но он, наверное, так... При ходьбе она вокруг ног не будет? Ну, не знаю, вот тут я не испытывал эту проблему. Ну, то есть вот я в ней, в принципе, вот с этим пончо я... Самое, наверное, сложное, что я ходил, это вот курумник в хибинах. Ну, то есть это точно менее удобно, чем в штанах, но значительно лучше, чем без пончо в такую погоду. Вот.
Ну и, соответственно, понятно, что там, если у вас какая-то мембрана есть, то это уже когда, ну прям вообще глухо все. Вот, обычно в этот момент вообще никуда не движешься. То есть там как-то работа в лагере, еще что-то. Ну, и либо, да, надо перетерпеть, ну тогда, типа, вот. Мембрану, конечно, стирает. Да, есть без средств. Мембрана? Обычно не менее 90 стирок, но зависит от качества мембраны. А еще можно... Ну, вообще есть классная штука, называется стирка-пропитка. Типа стирка-пропитка через дефис в одном флаконе. Эта штука, ну, понятно, ее, собственно, стирает, и она же... Там содержится вещество, которое восстанавливает DWR-пропитку. Ну, DWR, который Durable Water Repellency. Вот. Ну, не знаю, у меня мембрана там самая старая, которая не течет, ей там 4-5 лет, которая используется, опять же, не реже раза в месяц в походе, и еще часто просто в городе, ну, типа вместо... А? Жидким мылом. Ну, наверное, можно его мелко покрошить в стиральную машину, и, ну, или там... Не, можно. Не, ну, просто есть средства, которые... Ну, большинство все равно обладает стиралкой, и в стиралке вот это вот стирка-пропитка, один колпачок на одну вещь опрокинул туда, и проблем нет. Ну, и стоит она не бешеных денег. Так что, да. Я просто, ну, я ленивый, и я стиркой-пропиткой стираю. Ну, у меня одна мембранная вещь, ну, собственно, ну, за один цикл, одна куртка обычно. Там две мембраны, тяжелая и легкая. Ну, как бы, вот. И потом, да, есть, например, там такая тема, типа, мне нужна самая легкая мембрана. Берем беговую мембрану, одеваем на нее 130-литровый рюкзак и убиваем ее прям в хлам там за выходные. Ну, потому что она не для этого. А там тяжелые мембраны, типа трехслойки всякие там, ну, неважно, Гортекс, Дермизакс там, они очень долго живут даже под тяжелым рюкзаком, но они, соответственно, ну, как бы они тяжелые. Типа там полиэстеровая сетка внутри, там все дела. Ну, то есть она классная, но не волшебная. Вот. Еще? Все? Тогда спасибо, я рад был вас видеть.